Я вообще не понимаю, зачем люди едут в Израиль. К русским относятся хуже, чем к кому-либо в Израиле. Вот ко всем лучше относятся, чем к русским. Не могу получить работу, потому что я не могу получить туда зовут, хотя у меня уже гражданство есть. Класс. Я говорю, что будем делать? Приносит мне заказное письмо от какого-то адвоката, что у меня долг заводу на 80 тысяч. И знаешь, есть хорошая фраза. Когда ты едешь в Израиль, не забывай, что ты не один здесь еврей. Нам подтвердили, что мы женаты через 8 лет. Через 8 лет welcome to Israel. Я сама как бы вкусила вот эти все прелести сахнутовской пропаганды, как хорошо в Израиле, как хорошо, замечательно. Пока ты не начнешь жить в Израиле, ты все равно это не можешь вкусить, понимаешь? Это называется не путайте туризм с эмиграцией. Все было понятно с первого раза, понимаешь? Что здесь происходит? Надо было сделать выводы, называется, еще в самом начале. Я даже не знала, как на это реагировать, понимаешь? И вообще, после всего, это просто бюрократическая ошибка, которая в Израиле сплошь и рядом, и нормально. У вас нет сайта вообще ни на каком другом языке, кроме иврита. Там, окей, не надо на русском, давайте на английском. У вас нету. Я говорю, секундочку, а что вы делали целый год? Мне просто интересно. То есть целый год у нас течет вода по 6 тысяч за месяц, как оказалось, так, приблизительно. И вы нормально с этим, вам все ок. Репатриацию и жизнь в Израиле годами продают как мечту, как место, где тебя ждут, где тебя примут, где тебе помогут, где ты наконец-то окажешься дома. Но что если все это заканчивается, когда ты перестаешь быть туристом и становишься репатриантом, который просто должен здесь жить? Что если вместо дома ты получаешь просто бесконечную войну с системой? Вместо поддержки – унижение. Вместо понятных правил – лабиринт, где никто ни за что не отвечает. И вместо ощущения, что ты приехал к своим, постоянное чувство, что здесь тебя проверяют только на одно, когда ты наконец-то сломаешься и уедешь обратно. Моя сегодняшняя героиня не случайный человек, который не разобрался, не подготовился или что-то не понял. Наоборот, это человек, который больше 20 лет работал в еврейских организациях в Украине и помогал людям переехать в Израиль. Она знала Сахнут, знала программы, знала всю эту идеологию. И весь этот язык надежд и обещаний, которые говорят людям перед репатриацией. Она не ехала на эмоциях, она не ехала вслепую. И именно поэтому ее история звучит так жестко. Потому что когда ломается не наивный романтик, а человек, который годами верил в эту идею и помогал другим идти в эту сторону, это уже не единичный случай. Это уже серьезный вопрос ко всей системе. 9 месяцев без гражданства, хотя серьезная работа уже ждет. 8 лет без подтверждения брака. Ребенок, которому не вписывают отца. Больничные кассы, рабанут, МВД, суды. Коммунальные службы и счета на десятки тысяч шекелей. И ощущение, что на каждом шагу тебе говорят одно и то же. Это Израиль. Тут так принято. Привыкай. Это интервью многим не понравится. Здесь будет очень жесткий, очень честный и очень неудобный разговор о том, как выглядит Израиль в реальной жизни человека, который прошел через все и испытал все это на собственной шкуре. Если человек, который знал Израиль изнутри, ехал осознанно, был мотивирован, подготовлен и идеологически заряжен, проходит в Израиле через такой ад, то что ждет всех остальных? Давайте разбираться. Привет. Давай сначала познакомимся, расскажи, кто ты, откуда. Меня зовут Эстер. Я вообще родом из Украины. Я приехала в 2014 году в Израиль. Ну, не из-за войны, просто случайно совпало. И я приехала посмотреть, они делали Ю. Я хотела приехать поучиться. В Иерусалиме 3 такие мидраши для девушек русскоязычных, которые религиозные. Куда можно приехать, поучиться там какое-то время. Ну, типа как ешива для мальчиков. Вот есть такие заведения для девочек. Обычно называют мидраша. Ну, это формат немножко похож на массу. Это учебная программа для молодежи от 18 до 30 лет, которые могут приехать на какое-то время в Израиль по учебной визе. Либо учиться, либо, может быть, проходить стажировку. Это обычно 2 основных направления. На какой-то срок, обычно там до полугода. Все, и потом они принимают решение. Они могут остаться в Израиле, либо потом вернуться и продолжить там. Это про массу или про мидрашу? Это про массу. Так вот эти мидраши, они немножко похожи по формату. Это как бы ты не получаешь грант от государства как масса, ты просто приезжаешь туда учиться. То есть если ты договорился там с руководством, тебе подходит мидраша, ты можешь приехать и поучиться. Вот я приехала в такую мидрашу поучиться. Я хотела приехать на месяц, вообще посмотреть, попробовать. Потому что мидраша, где училась, она находилась там в супер религиозном месте. Есть такой район Рамема. Это такой черно-белый район, там все вот эти скандальные истории про всяких религиозных обычно. Короче, я поехала, я была не месяца 3, вообще мне очень понравилось, вообще супер зашло, прекрасное место, отличный район.
Ну, и через 3 месяца я вернулась. Я попробовала, присмотрелась, там, поучилась. Все, еще 3 месяца я побыла там в Украине, оформила все документы, в общем, все сделала. Все, и приехала в Израиль. Я вообще выросла в еврейских организациях. И обычно при Сахнутах были такие молодежные клубы, где тусовалась молодежь, и оттуда потом Сахнут их собирала и отправлял потихонечку по программам. Я вот лет с 14 попала. Это первое мое знакомство, это был Сахнутовский клуб молодежный. Приблизительно через полгода я поехала в первый еврейский лагерь. Я вообще никогда не была ни в каких лагерях. И мне очень понравилось. Через 3 года мы с мамой поехали первый раз в Израиль, посмотреть вообще, что это такое и что там происходит. И через 3 месяца мы вернулись, и я вообще полностью окунулась там в эту всю еврейскую тусовку. И я просто вообще как пылесос. Все, что мне попадалось, я везде училась, я везде работала, сотрудничала. Вообще все, что было, вообще все подряд. Вот все, кого ты найдешь, кто был в Украине, какие-то еврейские организации. Не только в Украине, я везде была. Я работала в воскресной школе, я была директором молодежного клуба, я училась на разных там семинарах, подрабатывала там в этом Сахнутовском клубе молодежи. Ну, короче, все подряд вообще. Я училась в институте Штунзальца, вот все подряд, что мне попадалось, я везде была. В общем, я выросла во всех этих тусовках. Там как-то в город приехали, ну, это было давно, скажем так, лет 20 назад. 2 израильские школы. Я тогда как раз заканчивала институт, я училась на психолога. 2 израильские школы религиозные. Они назывались Бацион и Лицон Барина. Это школа мальчиков и школа девочек. Они сделали рекламу своих школ, пригласили меня на семинар. Они сначала пригласили меня работать помощником психолога. И НАЛЕ всегда отбирает детей на учебу. Это программа НАЛЕ для детей от 14 до 16 лет, которые едут в Израиль, заканчивают там школу, ну и потом обычно остаются в Израиле, ну, некоторые там возвращаются обратно. Я работала сначала помощником психолога, и потом работала координатором. Я находила детей в Украине и направляла на учебу в Израиль. В общем, я с Израилем так или иначе все время была связана. И мало того, что я сама как бы вкусила вот эти все прелести сахнутовской пропаганды, как хорошо в Израиле, как хорошо, замечательно. Ну, как бы это их непосредственная как бы, да, работа. Рассказывать, как хорошо в Израиле, чтобы в конечном итоге все равно все приехать в Израиль. И потом я сама рассказывала, да, как хорошо, замечательно. Но я все-таки рассказывала больше про школы. Это только ты работала с Наале или также с Таглит, Маца? Смотри, Таглит и Маса я работала уже в Израиле. Религиозные школы могут иногда брать детей не только по программе НАЛЕ. Ребенок, когда попадает в программу НАЛЕ, выбирает какую-то школу, едет в эту школу учиться, эта школа получает деньги от государства на учебу этого ребенка. Так вот, религиозные школы иногда могли брать себе детей, которые по какой-то причине не прошли эту программу, на свое обеспечение. Но этих детей нужно было все равно отдельно тестировать, потому что это, ну, это подростковый возраст, это ребенок, который обычно там живет с родителем, потом уезжает на целый год в Израиль, и тогда еще не было никакой мобильной связи, знаешь, там раз в месяц можно было позвонить, там поговорить с родителем. То есть надо было вообще понимать, что за дети, сможет ли он жить там вдали от родителей. Там. В принципе, я этим занималась, находила этих детей и уже потом и тестировала. Я, в принципе, занималась набором. Почему твой случай — это не история наивного человека, которого обманули, а история человека, который ехал очень осознанно? Ну, во-первых, я сама уговаривала ехать в Израиль. Я сама отправляла в Израиль. Я как бы сама тогда жертва Сахнута. И плюс я еще потом отправляла детей на учебу. Ну, смотри, я же была в Израиле, да, как бы я приехала в Израиль, я там посмотрела, потом еще ездила на разные семинары там. И пока ты не начнешь жить в Израиле, ты все равно это не можешь вкусить, понимаешь? Это называется, не путайте туризм с эмиграцией. Расскажи вот про свой первый поезд в Израиль, вот каким он был. Мы приехали вместе с мамой. Мы думали на месяц, в итоге были 3. Есть в этом свои плюсы для меня. Ну, я не столкнулась вообще как бы с жизнью в Израиле, но я уже видела немножко с другой как бы стороны, да. Я видела не вот это вот все. Ты приехал там туристом, знаешь, чуть неделю уехал. А все-таки ты все равно, да, как бы ты общаешься постоянно. Ну, вот, например, я там жила у своей подруги неделю. Значит, она утром уходила на работу, она вечером приходила, я там обялилась, просыпалась, там, знаешь, как бы делала там себе кофе, в общем, к обеду. И вечером куда-то выходили, уже прям поздно вечером, куда-то там перекусить, меня там поразвлекать. И так вот каждый день. Она моя ровесница была, да, там 18. Она работала для того, чтобы оплатить себе жилье, и чтобы потом пойти учиться, то, чтобы она могла себе оплатить учебу. А я там жила в Украине, тоже студентка, там живу с родителями, там учусь бесплатно. Мало того, я еще получала стипендию. Ну, и как бы так себе перспектива все это бросить и приехать, и всем этим заниматься самой, зарабатывать себе деньги, понимаешь, чтобы, ну, как бы в итоге получить то же самое. Ну, такая себе перспектива, знаешь, как бы не очень заманчиво. Как бы отдохнуть хорошо, замечательно, да. Но в любом случае, как бы на тот момент я решила, что все-таки получить образование хорошо бы в Украине, потому что вообще не факт, что его получишь в Израиле. Язык, то, пятое, десятое, там непонятно сколько стоит вообще, насобираю эти деньги, не собираю. Ну, короче, я не рассматривала этот вариант, но как бы, да, я уже задумалась, если уже ехать в Израиль, да, то в каком возрасте лучше всего ехать? Смотри, я всегда как бы считала, да, что все равно место в Израиле, ну, факт. Со всеми программами, с которыми я сталкивалась, в принципе, мне кажется, самый лучший возраст — это возраст на Оле. Вот это 14-16 лет, потому что
Это такой возраст, ну, как бы формирования, становления, да, как бы у тебя завязывается там первая дружба, какие-то там, ну, вот такие прям друзья. Ты уже как бы взрослый, но еще как бы не совсем, да. То есть ты уже, в принципе, можешь жить сам, ну, относительно, да, ну, в рамках какого-то там школьного общежития, но у тебя еще ничего нет. У тебя нет специальности, нет работы, нет карьеры, нет недвижимости, нет семьи, как бы тебе нечего бросать. Ты просто раз с чемоданчиком и приехал, да, как бы, и ты, в принципе, уже пускаешь корни, как бы, да, в земле. С учетом того, что я постоянно крутилась в этих всех еврейских организациях, которые так или иначе все равно связаны с Израилем. У меня там куча знакомых из разных стран, которые там в разное время уезжали, приезжали там. Мне кажется, ну, во-первых, проще получить образование выше здесь. Ну, даже не о чем говорить. И уже ехать с образованием. Например, да, это то, с чем я сталкивалась на МАСе. Вот иногда там попадались ребята, которые, например, пошли учиться, да, куда-то там в какой-то вуз, и меня спрашивают, типа, что мне делать там? Взять, может быть, когда отпуск, да, типа, может быть, бросить, типа, приехать. Я думаю, что если ты не поехал по нале, то лучше получить образование, еще не успеть там, типа, жениться, выйти замуж, купить там квартиру и получить хорошую работу, а быстренько вот корочка раз и приехать, потому что потом еще тяжелее ехать. То есть чем дольше ты сидишь, тем тяжелее ехать. Но ты точно сформулировала, что нельзя путать туризм с эмиграцией. В чем главная разница между тем, что ты знала про Израиль, и тем, что почувствовал уже как человек, который живет внутри системы после репатриации? Ну, смотри, я столкнулась с тем, с чем я не сталкивалась, когда я приезжала в качестве там туристки, там, я не знаю, училась, да, как, даже несмотря на то, что я, вот когда я приехала, например, да, до того, как я получала гражданство, я жила в Мидраше. Вот такие Мидраши, ну, говорю, чем-то она расхожа с Масой, да, это классная возможность такой, знаешь, легкой посадки такой, да, как бы вылетаешь в Израиль, во всех смыслах этого слова, и ты еще не вникаешь во все эти проблемы, да, как бы, а очень плавно и спокойно, да. Вот, например, я жила в Медрше, ну, супер условия. Это квартира, там, где живет несколько девочек. Мы там учились, у нас вечером были уроки. Это хорошая квартира, да, комфортабельная, как бы, да, никакой роскоши, но все как бы все по минимуму, все есть. У нас всегда была какая-то минимальная там еда, можно было всегда что-нибудь там перекусить. Вечером у нас после уроков, у нас обычно было 2 урока, прям совсем вечером был ужин в учебном корпусе, и все как бы. И я, в принципе, весь день свободен, да. Я там пошла на иврит, там кто работает уже, да, как бы не живу такой своей обычной жизнью, они потихонечку уже как-то обустраиваются, да. И очень классно. Во-первых, ты платишь там, ну, слушай, я платила, это было 12 лет назад, $100 в месяц. Ну, вообще, как бы вообще ни о чем. Как бы есть у тебя возможность потихонечку адаптироваться, да, а не въехал и сразу все, типа через месяц заплатил за квартиру, нет, все, остались на улице. А вот интересный момент. Ты всегда была религиозной или это произошло в какой-то момент? И почему ты поехала именно по религиозной программе, а не по обычной? Я, на самом деле, достаточно долго работала с религиозными, но как бы я всегда воспринимала как работу. Я переехала, вот последних 3 года я жила в Киеве. Я не из Киева, но я не просто переехала в Киев. Там был такой проект, назывался «Мойши Хаус». Это такое типа еврейского квартирника. Вот они как раз набирали новых жительниц. И я подала туда заявку, но я очень туда хотела. Я не отстала от них. Я все равно хотела в Киев поехать. И здесь просто так удачно совпало. Но меня взяли. Это большой американский проект. Он давно существует. Он есть в куча стран. Я не знаю, этих домов, наверное, 50 по миру. Значит, в чем суть? Это снимается какая-то большая квартира где-то в центре, обычно это в столице, да. Нужно, чтобы в квартире у каждого была там своя комната, один большой такой зал, да, для проведения разных мероприятий. То есть мы там жили, и мы там же у себя дома проводили мероприятия для еврейской молодежи разные. У нас были там требования определенные, там количество мероприятий, какие именно должны быть мероприятия, и минимальное количество людей, которые должны посещать наши мероприятия. Все. В общем, мы там жили и, в общем, проводили нашу социальную вот деятельность. И там стала религиозной или что? Ну, не совсем. Я там познакомилась с другой программой. Ну, все-таки Киев, столица, понимаешь, там много программ, у меня в городе это не было так много. Я познакомилась с таким проектом, назывался «Шаббат-хост». То есть это была возможность попасть кому-то на шаббат. Это семьи, которые, соблюдающие семьи, которые, ну, они так празднуют дома шаббат, но некоторые семьи иногда еще приглашают каких-то гостей, если не могут себе позволить. И вот мы как-то попали на такой шаббат, он меня очень впечатлил, потому что все, с чем я до этого сталкивалась, это были организации, да, там, я не знаю, какой-то шаббат, там, не знаю, в Сахмуте, знаешь, или там в Гилеле, там, знаешь, там, до 40 человек, там, знаешь, свечи зажгли, там, я не знаю, сказали там уроки, и, типа, погнали дальше. Это ты заходишь в дом. Во-первых, я никогда до этого не видела религиозных семей. Я никогда не была в доме религиозных семей. Я никогда не видела многодетные семьи. Там максимум кого-то, не знаю, у меня там с подружек 1 ребенок, 2, ну, это вообще потолка там. Я помню, я попала первый раз в дом, в семье было 8 детей, я весь шаббат читала детей. Вообще не могла поверить, что это вообще все их дети, 8 человек, они все там, знаешь, ну, дети, они сидят же на месте, знаешь, побежал туда, прибежал, я не могла поверить, что их реально там 8. Я перезнакомилась с кучей народу, да, там очень много соблюдающих семей, и я там один шаббат в одной семье, у другой, и я увидела, они совершенно разные, я увидела, как это выглядит дома, да, я увидела, в принципе, семьи соблюдающие вообще как бы, да, и
вообще совершенно другой формат. И как-то мне стало интересно, я потихонечку там, я познакомилась с одной семьей, они жили прям вот рядом со мной, я на год к ним ходила на шабаты, было прям очень классно. Я так потихонечку там, короче, втянулась. Год вообще было супер, второй год уже так, и как бы я сказала, все, 2 года потолок, все, я уже съезжаю. И был вопрос, куда съезжать. Так вот эта вот семья, которая ходила на шаббат, вот они мне предложили, говорят, есть такая классная мидраша, поедь попробуй. Я говорю, ничего, нет. Мне же все равно как бы, опять начинать с нуля. Сколько можно начинать с нуля, раз уже опять так получилось начинать с нуля, типа искать жилье, с кем-то снимать. Давай уже поеду в Израиль, уже там это все начну. И так уже все сложилось. 14 год. Ну, короче, там все вот так вот, знаешь, как бы так все пазлы сложились. Думаю, поеду. Все. Мгм. В принципе, еще была одна причина. Я хотела уже ехать, да, потому что я уже была взрослая девочка, да, я уже как бы понимала, что как бы замуж пора, уже как бы семью надо как бы... во-первых, как бы не очень большой выбор, скажем так. Не очень большой выбор евреев, еще соблюдающих даже в Киеве. Как бы не сравнить с Израилем, по-любому. Ты вот переехала в Мидрашу. В какой момент получилось, что попробовать пожить превратилось в настоящую репатриацию, настоящую жизнь в Израиле? Смотри, я была 3 месяца. Через 3 месяца я вернулась в Киев. Я уже ощутила вот эту вот колоссальную разницу. Я как бы и там жила с девочками, да, в мой хаус, и там жила с девочками в Мидраше в Израиле. Но разницу я, конечно, уже ощутила. Я, в принципе, ехала с расчета попробовать, да, поучиться и пожить. Если мне понравится, все, я тогда буду делать илью. Все, я вернулась в Киев. В принципе, вот я у девчонок еще пожила вот 3 месяца, как раз оформила там все документы, собрала там все, что нужно было, там, я не знаю, зубы сделала, ничего там обычно делать. В общем, все вроде бы такое основное сделала, все, и поехала. И, значит, я приехала, продолжила учиться. Через 3 месяца мне сделали шедух вот с моим мужем, и мы на 3-ю встречу мне сделали предложение, и мы через 2 недели поженились. А твой муж тоже там учился? Послушай, он уже как бы он старше меня, он вообще уже давно нигде не учился. Он давно работал в Африке. Он приехал в Израиль на праздники, на осенние праздники. И вот нас познакомили, мы к концу праздников осенних уже поженились. И он вообще не собирался оставаться в Израиле. У него был билет на обратную дорогу. Вы поженились, и у вас у обоих был план уехать в Африку, почему вы задержались? Смотри, у нас были разные планы, да, просто так как мы поженились, то надо было как-то эти планы согласовывать. Я приехала в Израиль, я делала илью из Израиля. Я приехала в ту же Мидрашу, я сказала, что я возвращаюсь через 3 месяца, попросила, чтобы мне придержали место. Я приехала, попросила девочек, чтобы они мне заняли очередь в Мисрат Апним. И я приехала, на следующий день я уже отнесла документы в Мисрат Апним на репатриацию. Я осталась там учиться. Значит, мой муж приехал просто на осенние праздники. Мы с ним познакомились, поженились. И, в принципе, как бы, да, мы решили, что делать в Израиле. Как бы, мне вообще тут нечего делать. Я вообще только приехала, а он как бы не планировал ничего, у него вообще все там. И мы думали, уедем. Но мы, когда поженились, в принципе, как бы мы поняли, что, в общем, как бы юридически это, сложновато, потому что у нас со всех документов, в принципе, ни одного государственного, которое обычно в странах вообще, в любых других принимают, как бы не было никакого документа, у нас было только ктуба. Ктуба — это, вот этот религиозный, как бы, документ, где написано, что как бы мы женаты. У меня нет паспорта, у меня только украинский паспорт. Я только сдала документы на гражданство, я даже еще на консульскую не попала. Мне же даже на консульскую не успели позвать. Поэтому, в общем, с чем ехать? Нигде не написано, что мы женаты. Мы вообще как бы, никто, как бы, да, для других стран, даже для Израиля еще пока что. Я говорю, слушай, давай уже подождем, давай уже получу хотя бы паспорт, хоть какой-то нормальный, уже поедем, уже хотя бы будет написано, что мы женаты. Я в качестве вообще кого еду, как это вообще будет выглядеть, да? Я даже не понимаю, как это все можно, оформить. Потому что тоже надо как-то оформиться, да, если ты живешь, какую-то визу получать в качестве кого. Это сложно было. А у него заканчивалась виза его. Не виза, вот эти 90 дней. И билет на руках. Он говорит, ладно, окей. Он сдал билет и тоже подал документ на гражданство. А твой муж не был гражданином до этого? И он и не собирался жить в Израиле. Он вообще прекрасно себе жил в Африке, работал, не был гражданином и не планировал. Он так планировал приезжать сюда на праздники и все. Но он как бы русскоязычный изначально? Да, он из Киева, он киевлянин. Он из Киева изначально, но живет в Африке. И как так получилось? Он приехал, по работе. То есть он когда-то с кем-то приехал, его взяли как бы посмотреть за компанию. И и он вместе с семьей, с родителями переехали в Африку. У него только мама. И потом он просто поехал в гости, Да, мама жила в Киеве, он в Африке, а мы познакомились в Израиле. Он решил, окей, да, хорошо, ладно, давай тогда побудем пока в Израиле, оформим документы, там посмотрим. Он подал документы на гражданство. Я подала в начале августа, мы поженились в конце октября. 3 месяца, правильно? Но нам дали гражданство в один день. Видимо, так, чтобы 2 раза у нас не гонять. Я получила гражданство через 9 месяцев. Родить уже можно было, да?
Значит, первое, я подала документы, значит, смотри, это был 2014 год. В 2014 году для тех, кто был из Украины, по-моему, еще Бельгия и Франция, я не уверена, кто из Украины принимали как бы, ну, типа, без очереди, да, как бы у них были, типа, льготные условия. Нет, это, конечно, не 22 год, но все равно, как бы, да, более по ускоренной программе. Во-первых, давай так, я принесла документы. Это на второй день, как я приехала подавать документы. Значит, я попросила девочек, чтобы они заняли мне очередь к русскоязычной сотруднице. Там была одна русскоязычная сотрудница. Я на иврите не говорю, на английском тоже. У меня вообще всегда были проблемы с языками. Но я хорошо говорю на русском. Я говорю, все, давайте мне к русскоговорящей, короче, запишите меня, все, окей. Все, записали, типа, дали мне дату, время, я там билеты специально брала, да, чтобы как раз успеть там сдать документы. Все, я прихожу, мне к ним с документами. Мне говорят, а она сегодня выходная. Я говорю, в смысле выходная? Вы мне дали очередь к ней на сегодня. Но она сегодня выходная. Окей. Я говорю, что будем делать? Он говорит, ну вот, ну, иди, там есть другие сотрудники. Я говорю, я как бы, ну, русский, мне нужен русский. Он говорит, нормально, типа, сдашь документы. Я говорю, в смысле? Короче, одна со мной посидела, ничего не получилось. Вторая, ну, как бы я могу что там сказать, там, я даже на иврите могла там пару слов сказать, но не сдать документы на репатриацию, да, как бы. Все документы на русском, на украинском, там, заполнить анкету, ну, камон. Окей, одна со мной там попыталась, повозилась, ничего не получилось. Передала мне другой. Та со мной посидела полчаса, повозилась. Короче, в итоге красным маркером мне написали, типа, на папке, типа, пора крусить. Других языков нет, прям красным, так, чтобы уже как бы со мной, типа, не бодаться. Значит, дали мне еще там анкету, сказали, ты ее заполняешь, отправляешь в Натив. Натив — это, ну, организация, куда нужно будет потом пойти на консульскую проверку. Ну, беседа. Значит, тебе должны позвонить, типа, через 2 недели. Хорошо. Через 2 недели мне никто не звонит, я звоню. Они говорят, а что вы звоните вообще? Я говорю, мне сказали, что перезвонят, вы мне не звоните. Я говорю, что вы нас, типа, беспокоите, типа, не волнуйтесь, мы вас, типа, найдем. Я говорю, беседа. Во-первых, очень странная процедура. Тебе документы нужно спаковать в конверт и отправить почтой. Это вообще, типа, прям возле меня где-то было. Я говорю, может, я отнесу? Он говорит, нет, надо на почте. Я говорю, ну, почему так же быстрее? И прям на ресепшене, типа, нет, надо вот длительную процедуру. Месяц будет идти, через месяц. Ну, хорошо, окей, ладно. Короче, мне никто не звонит. Я за это время вышла замуж. Уже месяц прошел. Я им звоню, я говорю, послушайте, как бы вы не хотите меня позвать? Они говорят, типа, фамилия? Я говорю, фамилия, типа, вы откуда? Я говорю, из Украины. Такая пауза, говорит, приходите завтра на 9. Я говорю, секундочку, то есть если бы я не позвонила бы, как бы вы бы забыли про меня, правильно понимаю? В общем, прихожу я к ним туда, в общем, они посмотрели, а уже сказал, что я вышла замуж, да, как бы, они говорят, так быстро, я говорю, ну, вы еще через месяц позвоните, как бы, да, и еще, может быть, что-то случится, я говорю, как бы, очень быстро работать. Это самое начало, понимаешь, это вторая организация, с которой я вообще столкнулась. Первая была администратор ПИМ, потом Натив, да, все было понятно с первого раза, понимаешь, что здесь происходит, надо было сделать выводы, называется, еще в самом начале. Ну, я как бы, знаешь, в эйфории все-таки, знаешь, Израиль, Иерусалим. Поговорили, все не посмотрели, отправили документы, значит, эти туда, в общем. Ну, в общем, короче, длительная процедура. Казалось бы, длительная процедура получения гражданства, типа, для еврейки. У всех по-разному. Есть те, кто быстро получает, есть кто долго. Потом какая-то русская рулетка. Кому как повезет, кому попадешь. Все люди, с кем я разговаривала, которые мне рассказывали, как они делали Илью, в принципе, проходя одну и ту же процедуру, это просто набор историй. Просто набор историй. У всех совершенно по-разному, все делают одно и то же, у всех это выглядит все совершенно по-разному. Ну, окей, еще, может быть, зависит от того, какие документы, но, в принципе, есть те, кто за 3 месяца получает, я там через 9 месяцев получила. У тебя было какое-то ощущение, там, когда ты ехала, ты думала, что сейчас все будет быстро? Я вообще не думала, да, потому что я никогда с этим не сталкивалась, да. Но я не сильно как бы загружалась. Ну, слушай, я там замуж вышла, знаешь, у меня как-то, в общем, сместились немножко, да, как бы. Да, но ты же вот, когда работала в Сахнуте, там идеология была другая, наверное. Ну, я не совсем работала в Сахнуте, я работала в молодежном клубе в Сахнутовском. Когда тебе рассказывают, как хорошо в Израиле, понимаешь, тебе же не рассказывают, как работают банки, как работают это, тебе не рассказывают, что такое Арнона, понимаешь, тебе не рассказывают, как снимать квартиру, тебе же это не рассказывают. Вот. За этот период получения гражданства, в этот период одна программа МАСы, в общем, искала работника, причем временно им нужно был там на летний период, нужен был сотрудник, да, который поможет там сделать набор. Ну, ты уже знаешь мой бэкграунд, я работала там 100-500 разных еврейских организаций, у меня был хороший опыт по набору людей, на меня вышли через сарафанное радио, это самое лучшее, что в Израиле есть, это и самый лучший вид рекламы, это и получение сбора информации, нахождение контактов, это сарафанное радио. В общем, на меня вышла одна знакомая, мне предложили прийти поработать, причем это хорошая масса при Сахнуте. Я пришла, вообще сразу мы сошлись, сразу договорились, все отлично. Я говорю, единственная проблема, меня невозможно пока оформить, у меня нет гражданства. Я аж метусь в этот самый Саратов к ним, я говорю, послушайте, мне уже работу дали. Что у меня с гражданством? Читающая история, она заходит в компьютер, смотрит девочка, там мои компьютеры, говорит, ну, смотри, как бы, да, я смотрю по базе данных, как бы, у тебя уже гражданство есть. Я говорю, ну, давайте, а туда Зум говорит, ну, я не могу тебе дать туда Зум. Почему? Потому что по процедуре через месяц.
Я говорю, то есть я должна потерять работу, потому что первую работу офигенную, классную, все хорошо, замечательно, меня вот готовы взять, мне просто надо оформить. Я не могу это получить, не могу получить работу, потому что я не могу получить туда-дзут, хотя у меня уже гражданство есть. Класс. Я говорю, что будем делать? Она говорит, ну, смотри, я могу тебе поставить рабочую визу в твой загранпаспорт украинский. Я говорю, то есть визу вы мне можете поставить рабочую, хотя я уже гражданка, а паспорт вы мне не можете выдать, уже мне, имея гражданство. Ну хорошо, давайте уже что можете. Смотри, не факт, что меня возьмут, потому что с рабочей визы как бы не очень выгодно брать, потому что другие налоги. Но я прихожу, говорю, ну смотрите, что смогла, вот все, что могла выбить, короче, все, что дали. Но мне повезло, потому что большая организация, и всего месяц, говорю, ну сказали уже через месяц, все уже, я с туда-дзут там. Ну окей, хорошо, все, меня оформили, все хорошо, замечательно. Теперь, когда мы получали гражданство, оба, нам пришли, нам дали в один день. Я получила свой туда-дзут, мой муж, и мы приносим к тубу. Это бумага, где написано, что мы женаты, да. Мы, как религиозные евреи, поставили хупу, сделали как бы религиозную свадьбу в Израиле, принесли к тубу, чтобы нам вписали, что мы женаты. Нам из Рата к ним говорят, значит, ктуба для нас не документ, идите в Рабанут и принесите нам бумагу из Рабанута. Вы женаты. Ну, хорошо, как бы, все логично. Приходим в Рабанут с нашей ктубой. Во-первых, найди кого-то русскоговорящего. Не знаю, как сейчас. Вроде бы есть русскоязычные сотрудники. У меня муж хорошо говорит на английском. Мы нашли англоговорящую женщину, мы к ней, в общем, показываем, что это так. Она делает квадратные глаза, начинает там нас орать, ничего не понимаем, что происходит. Оказывается, по законам государства Израиль, вне зависимости от того, ты гражданин Израиля или нет, если ты собираешься в Израиле жениться, ты все равно должен идти через Рабанут. И как ты подозреваешь, мы даже не догадывались об этом. Окей, ну мы уже поженились, что будем делать? И они нас начали. Приведите 3 свидетелей, бумажку от права. Нам уже дали какого-то юриста. Мы уже ходили. Короче, мы ходили туда. Вообще какой-то замкнутый круг, вообще непонятный балаган. Принесите это, принесите то. Короче, потом они говорят вообще прекрасную фразу. Надо, чтобы ваш рав, который вам поставил хупу, написал бумажку, типа, что он так делать больше не будет. Ну, что, типа, без разрешения рабанута он, типа, хупу поставить не может. Ну, как бы мой муж, честно, пришел к раву, он говорит, сорян, как бы это уже... Рабанут не может требовать от меня такую бумагу. У меня есть смеха, ну, типа, разрешение ставить хупу, поэтому, как бы, я вам сочувствую, но, конечно, такую бумагу Рабануту дать не могу. Окей. Приходим в Рабанут, они говорят, ну, смотрите, пока Раф такую бумажку нам не напишет, мы вам ничего подтвердить не можем. Я говорю, ребята, знаете что, давайте вы как-то без нас разберетесь, мы тут попали как между двух огней, как бы вы там что-то разрешаете, кому-то не разрешаете, а можно как-то без нас этот вопрос решить? Смотрите, ваша задача подтверждать бумаги. Значит, вы должны подтвердить и сказать, ну, как бы либо действительно, либо не действительно. Значит, пишите, что либо я замужем, раз все кошерно, все окей, мы все правильно сделали, ктуба типа кошерно, либо не замужем. Правильно? Но если что-то там не так, ну, значит, я не замужем. Давайте, напишите, либо то, все, как бы то, что вы должны сделать. Нет, мы не можем это сделать. Я делаю очень так по-израильски, знаешь, есть хорошая фраза. Когда ты едешь в Израиль, не забывай, что ты не один здесь еврей, знаешь. Они нам дали бумагу, ваше дело на рассмотрении. Сколько времени это все проходило? Месяц, 2, 3 где-то приблизительно. Слушай, я уже не помню такие детали. Ну, в общем, ну, походили мы туда. В итоге, как бы, раз мы уже здесь, да, ну, давайте уже там пошли. Что там дальше по процедуре? Получили гражданство, пошли там, как это называется, мисраткрита, там, где вот эти уже все внутренние дела, там тебе картину оформляют, и ульпан, вот эти все эти истории. Мы пришли и говорим, ну, вот так, мы как бы вроде женаты, а вроде не женаты. Вот как бы у нас есть ктуба, но нам не написали, что мы женаты, и когда напишут, фиг его знает, и что для этого надо, мы тоже пока не очень понимаем. Нам попалась хорошая девочка, ну, Хашем, тоже бывает такое, девочка толковая, которая сказала, смотрите, давайте я вам дам один туда-то Лена, туда-то Ле, это удостоверение нового репатрианта, один туда-то Лена двоих, несмотря на то, что не написано, что вы женаты, но все буду оформлять вам как на семью. Почему? Потому что, ну, рано или поздно вам же все-таки подтвердят, что вы женаты. И если вдруг я вам сейчас дам корзину, типа, по отдельности, как по одиночкам, когда вам впишут, что вы женаты, вам потом вот это все вычтут, потому что корзина на одиночку больше, чем на семью. И вам потом надо будет все это вернуть. Ну, конечно, пишите на семью, типа, что за цирк такой. Но, понимаешь, она могла не сказать, на самом деле, как, в принципе, обычно в Израиле происходит, никто ничего не говорит. Нам очень повезло, она нам сразу все по-человечески сделала, да, как бы заморочилась, сделала правильно, грамотно, большое ей за это спасибо, да, как бы. Хотя бы здесь мы уже там проскочили, знаешь, как бы и не вляпались со старта. Все, окей, как бы там корзина, там ульпан, все дела. Нам подтвердили, что мы женаты через 8 лет. Через 8 лет у меня было в паспорте написано, наконец-то, что я замужем. 8 лет. Welcome to Israel. Почему растянулся на 8 лет? Смотри, я не могу тебе отвечать за всю демократическую систему Израиля. Вот так работает в Израиле бюрократия.
никто никуда не спешит, никто ни за что не отвечает, никто не понимает, что надо, да. Если вдруг что-то произошло, как это решить, никто не знает. Если тебе что-то говорят, вообще не факт, что это так и есть. А какие вот абсолютные требования предъявляли в Рабануте? Вот бумагу отрава. Ну, конечно, он не дал. Ты же понимаешь, да, что мы не можем сидеть в таком состоянии, как бы подвисшем. Не то, что прям мы вообще как бы их там дергали каждый день, мы уже как бы живем своей обычной жизнью, но все-таки этот вопрос надо как-то решить. Есть такая замечательная организация, называется Шарашим. Что это за организация вообще? Это организация, которая помогает русскоязычным евреям. Если у них какие-то проблемы с какими-то документами, они к ним обращаются. Прекрасная организация. Они даже было когда-то представительство в Киеве. Но, в принципе, их офис вообще находится в Иерусалиме. Они русскоязычные работники. Нам знакомые посоветовали. Они им помогли, в общем, с какими-то документами. Они говорят, пойдите, сходите. Ну, как бы мы уже у всех были. Пойдите, может, они вам помогут. Значит, когда ты идешь в рабанут, да, если, например, два еврея решили пожениться, идут в рабанут. Задача рабанута первая — подтвердить документы. Они должны убедиться, что оба евреи, да, как бы тебе должны там справку специальную дать, что типа евреи, все окей, все нормально. Потом еще есть там мелкие эти самые там нюансы, типа должны быть какие-то свидетели, которые подтверждают, что вы типа не женаты. Но основное — это подтвердить документы, да, как бы это же самое. И еще там какие-то детали проверить, но как бы это основа, да, без которой как бы некуда двигаться. Так вот, мы пришли в Шарашим, и Шарашим сделал то, что он должен был сделать рабанут. Если бы нам сказали, что надо идти в рабанут, мы бы пришли, и что нам должен был сделать рабанут, это первое — это подтвердить еврейство. Так это сделал нам Шарашим. Мы пришли и сказали, ну, вот так получилось, не знаю уже, что делать. И они говорят, ну, окей, давайте попробуем. Вот они сделали то, что должен был сделать рабанут, дали нам мои бумажки вот эти, ну, типа, подтверждения, отправили их в рабанут, сказали, ну, смотрите, в принципе, типа, как бы все, уже нет никаких как бы проблем, по идее, уже как бы все сделано, они должны просто, ну, подтвердить, что все нормально, и дать вам бумажку уже из рабанута, что, типа, вы женаты. Ну, я же за это время родила 2 детей. Так вот, когда я родила дочку старшую, значит, там, ну, в роддоме уже, когда выписываешь, там хоть девочка вписывает, короче, там детей. Так как у меня не было написано, что я замужем, она говорит, смотри, я не могу написать ребенку папу, короче, надо, чтобы папа присутствовал, и в его присутствии могу записать. Ну, посмотри, это была пятница. А он не присутствовал. Мы просто разминулись, она ушла, муж пока за мной приехал, была закрыта регистратура, ну, мы решили, ну, уже потом пойдем, как бы, ну, я не писала, там, завтра, послезавтра, через месяц, уже какая разница. Ну, послушай, как бы, первый ребенок, тебе совсем не до каких-то документов, которые, ну, как бы, по идее, можно писать в любой момент, правильно, как бы, ну, окей, завтра, послезавтра. Короче, через 3 месяца я снова забеременела, ну, мы решили, чтобы 2 раза не ходить, так мы сразу 2 уже пишем, ну, раз так получилось. Мы так и сделали. Когда родился вот у нас сын, мы пошли вписывать сына и решили сразу дочку писать. Нам говорят, такая история, мы не можем писать папу старшему ребенку. Почему? Потому что нужно было сделать в течение года. Но нам про это тоже, конечно, никто не говорил. И мы как-то должны были догадаться, где-то, не знаю, как там нужно было присниться, эти знания как-то должны были на нас не зайти. Короче, не можем. Я говорю, окей, что делать? Ну, надо, типа, подтверждать отцовство. Я говорю, подождите, секундочку. То есть 2 детей в одной семье. Младшему вы можете вписывать папу, а старшему ребенку в этой же семье этого же папу вы не можете вписывать. Подождите. То есть в течение года папа, а после года папа, не папа. Не вписали, все, до свидания. Я звоню Шарашим, я говорю, ребята, СОС, вы нам тогда помогли, может, вы нам и сейчас поможете. Типа такая ситуация. Я говорю, ой, вообще типа никаких проблем. Эта процедура легко делается в рабануте, вы приходите, значит, прям есть такая процедура, папа, мама, они там спрашивают, беседуют с папой, там он признает ребенка, говорит, да, это мой ребенок, мама подтверждает. Папа говорит, что он там до 18 лет признает, содержит ребенка, все, и берет на себя все обязательства. Ну, как бы такая условная процедура, как бы очень такая простая, все, беседа. Окей. Они сказали, когда вы пойдете подтверждать хупу, наконец-то скажите, что у вас такая история, вам надо через день подтверждение отцовства. Хорошо, мы так сделали, все, пришли, все сделали. Правда, они удивились, типа, почему так получилось? Я говорю, ну, так вы 8 лет подтверждали как бы хупу. Какие вопросы? Еще нам было 8 лет, как раз к 16 годам папу вписали мы заодно. В общем, они все сделали, дали нам 2 бумажки. Мы, наконец-то, с этими бумажками спустя 8 лет идем в Мисрат Апним вписать, что мы, наконец-то, женаты. Мисрат Апним нам говорят, все хорошо и замечательно. То, что вы женаты, мы можем вам вписать, папу ребенку не можем вписать. Почему? Вы же сказали, принесем бумажки из рабануда. Мы принесли. Но это касалось как бы брака. Подтверждение отцовства надо не из религиозного суда, а бейт-мишпат, гражданский суд. Тут уже у меня мужа пала планка, он уже начал орать, короче, вызвал там директора, короче, уже полный тот самый, он уже вызвал охрану. А говорит, что происходит? Говорит, где это написано? Нашли где-то на сайте, там, 20-я страница, знаешь, вот этим мелким шрифтом, где-то там совершенно, где с лупой надо на иврите там разглядывать, да, типа там что-то написано. В чем проблема? Мы ни на что не претендуем, мы евреи, граждане, дети родились в Израиле, мы не претендуем ни на гражданство, ни это самое. У нас нет никаких вообще как бы, затыков, вообще никаких. В чем проблема? Ну, объясните. Вот, пойдите туда и принесите еще бумажку оттуда.
блин, вы организация, которая работаете, ну, без срата к ним, первый этаж. 90% тех, кто к вам сюда приходит, это новые репатрианты. Люди, которые вчера приехали в страну. У вас нет сайта вообще ни на каком другом языке, кроме иврита. Вы там переводят вот эти, знаешь, стандартные, типа, для галочки, главную страницу. Все остальное все равно на иврите. Окей, не надо на русском, давайте на английском. У вас нету. Ну, откуда, да? Откуда я могу без знания иврита, как новый репатриант, догадаться, чтобы знать, говорю, мало вы про это не говорите, никто это не говорит. Я должен как-то догадаться, сам найти, прочитать, убедиться, сделать, да? Ну, как бы не знаешь, сам виноват. В общем, я уже выхожу, злая, звоню в этот самый вообще Рашим, и говорю, не сработало. Там сработало, а вот это не сработало. Ну, хорошо, сейчас мы, типа, дали мне какого-то адвоката, говорю, ну, поговори, типа, в принципе, это быстро решается. Позвонил этому адвокату, говорит, ну, нет проблем, 10 тысяч, вообще даже никуда не заходить, мы все сделаем. Я говорю, что? Я еще должна за это заплатить свои 10 тысяч? Вы что, вообще мне приняли? Я говорю, за что я должна заплатить? Объясните мне, пожалуйста. Короче, я позвонила еще двум адвокатам, я уже все, у меня уже планка упала, я говорю, все, не вписывайте, не надо, все, я мать-одиночка, я сейчас устрою, блин, этот самый, сейчас будете мне выплачивать за все эти годы, блин, как матери-одиночка, я сейчас и младшего ребенка папу выпишу, я говорю, пипец, я говорю, ну это просто вообще за предел какой-то. Есть такая классная группа в Фейсбуке, называется «Бюрократия без нервов», классная группа, и там часто люди, у которых какие-то бюрократические проблемы, там часто их описывают, ну, и люди дают какие-то там рекомендации, советы, там, ну, помимо просто, как бы, да, граждан Израиля, там есть всякие юристы, там, работники разных организаций, там, работники всяких там СМИ, журналисты, ну, в общем, прям дофига народ там тусуется, и часто действительно там дают хорошие там ценные советы. Короче, написала свою историю, на второй день уже закрыли комментарии, потом, кроме моей истории, по-моему, никто ничего не обсуждал, просто спасла уже меня моя подруга, она была адвокатом, там, в стране исхода, она здесь подтвердила, уже получила лицензию как раз вот к нашей всей этой истории. Она говорит, все, не переживайте, я типа помогу, сделаю, там, в принципе, никаких проблем не должно быть. Вы ни на что не претендуете, у вас там, типа, все окей, все нормально. Ну, она действительно все там сделала. Она говорит, я тебе просто буду дать бумаги, ты просто подписывай, и все, тебе надо будет только отнести, да, и подождем, еще не скажут. Она мамаш спасла просто, и все сделала, действительно подтвердили. Еще где-то это полгода или год заняло. Ну вот, наконец-то, вот спустя вот такой вот короткий срок, вот мы получили то, что должны были получить вообще в самом начале. Скажи, в Рабануте за каждые вот эти дополнительные процессы нужно было платить деньги? Ты платишь за открытие дела и платишь за вот это вот подтверждение еврейства. Я так понимаю, ну, как бы мы же это не делали, это нам уже делал Шарашим, они нам делали бесплатно. Но, в принципе, по идее, ты приходишь, там, открываешь дело, там, сколько там стоит, я не знаю, типа 250 шекелей, по-моему, сейчас не знаю, и подтверждаешь еврейство, там, свое, заплатил-то как бы за то, что тебе дали, типа, подтверждение там. Он платит сам, приносит свои документы, дают бумагу ему, он платит, типа, за себя. Но если вдруг дело закрыло, как у нас было, они же не будут 8 лет держать открытым. Нам где-то через полгода пришло почте письмо, типа, дело закрыто. Все, и заново открываешь, и заново платишь. Ну, мы уже открывали, конечно, когда уже все было на руках. А почему вообще закрывали дело, если оно не завершалось никак? Почему надо было заново его открывать, типа? Задавался таким вопросом? Если бы это было бесплатно, наверное, не закрывали бы. Да, я так предполагаю. Я не уверена, но есть такое предположение. Ну и в конце, короче, вписали, да, отца, и ты не осталась матерью-одиночкой. Ну, смотри, я уже была готова на любой исход, понимаешь? Ну ты как бы им угрожала этим моментом, что ты встанешь на пособие матери-одиночки. Это повлияло как-то? Я была на грани, меня это в полете практически остановила вот моя знакомая, которая вот как раз получила лицензию юриста. Ну, смотри, как бы я бы именно это сделала 100%. Я бы шла бы и с ними ругалась. Смотри, когда ты только приезжаешь в Израиль, да, как бы пока ты тут знакомишься, понимаешь, что происходит и как бы ты еще мало себе что можешь позволить, как бы у тебя нет еще этой израильской хуцпы, да, как бы надо немножко пожить, как бы набраться, потому что, ну, в принципе, как бы мой опыт, есть случаи, когда можно получить что-то по-хорошему, но это настолько редко, знаешь, почему-то. Ну, не знаю, может, мне так ведет, что это, знаешь, как исключение, подтверждающее правило. Да, поэтому я как бы уже не сильно жду, поэтому сразу иду, как бы мне 8 лет хватило, честно тебе скажу. Эта история стала символом для тебя израильской бюрократии. И одна система отправляет другую, а потом говорит, что нужно было вообще в третью. Просто это первое, с чем я столкнулась, да. А потом ты же живешь в Израиле, ты там снимаешь квартиру, да, ты там открываешь счет в банке, ты открываешь, идешь, да, больничная касса, там у тебя появляются дети, ты оформляешь детский садик, да, ты постоянно сталкиваешься с системами, да, и с работниками системы. У меня пока не было исключений, везде просто свои сюрпризы, но везде что-то свое. Вот ты хотела отдельно рассказать про садик. Почему для тебя это одна из самых показательных историй? Это было прям сразу же, после всех этих страданий, или там прошло какое-то время?
Слушай, оно было как-то в процессе. 8 лет — это много, знаешь, за 8 лет там еще много чего происходило. Значит, первый садик, там отправили детей, вот этот, который до 3 лет, значит, это был частный садик. Ну, это громко сказано, вот, в принципе, все садики, как бы то, что тебе рассказывали, как бы, в общем, да, так садики и выглядят. Это хорошая, ну, хорошая квартира относительно, это как бы чисто. Одна воспитательница, и у нас было там, ну, короче, максимум 4 детей. Дети были русскоязычные, она сама, она давно приехала в Израиль, она плохо говорила, но она хорошо понимала, поэтому дети с ней были на русском, она с ними на иврите, поэтому одна из причин была, да, чтобы они чуть-чуть привыкли к садику, да. Они немножко, да, начали слышать иврит, вообще хоть как-то с ним сталкиваться, потому что, как ты понимаешь, они его нигде не слышат. В общем, год они, грубо говоря, там были, ну, в принципе, год. Первое, очень меня столкнулось, такой, в общем, интересный сюрприз. Садик стоил, сейчас я тебе скажу, 6 лет назад, по-моему, 2400 на одного ребенка. Ты говоришь, что 90% твоих историй — это бюрократия. Как это проявлялось в медицине? Я расскажу про итхайвуты. Есть такая классная штука, называется итхайвуты. Значит, это направление. Значит, если вдруг тебе нужно попасть к какому-то врачу, который не твоей больничной кассы, то ты должен от своей больничной кассы получить направление. Это называется итхайвут, для того, чтобы у тебя визит был бесплатный. Для того, чтобы этот визит оплачивала твоя больничная касса, потому что ты все-таки там платишь страховку. И чтобы это оплатила твоя больничная касса, а не ты. Ну, как бы, если ты можешь не пользоваться итхайвутом, можешь сам ходить, платить за визиты к врачам, пожалуйста, нет никаких проблем. Но если ты хочешь все-таки, чтобы твоя больничная касса оплатила, то ты должен получить это направление, которое называется итхайвут. Так вот, перед короной я попала в больницу, была там 2 недели, выписалась, и мне нужно было посещать врача, да, у меня, по-моему, раз в месяц, там, чуть ли не в течение года, мне нужно было постоянно сдавать анализы, приходить, и там смотрели там мое состояние, в общем, проверять, почему там 2 врача было. В общем, мне каждый раз нужно было брать итхайвут. Во-первых, первый раз, когда я пришла за итхайвутом, мне девочка из больничной кассы говорит: а что вы идете к тому врачу, давайте на другого врача найдем. В Израиле есть 4 больничные кассы, да, у каждой больничной кассы есть, скажем так, свой набор врачей, с которыми они работают, да, поэтому ты, когда записываешься к врачу, там, звонишь, там, здравствуйте, мне там к педиатру, они тебе дают того врача, с которым они сотрудничают, они сидят у них там в поликлиниках и как бы направляют к своим врачам. Есть врачи, которые в нескольких больничных кассах работают, ну, как бы не часто, но такое тоже есть, а есть врачи, которые непосредственно работают в больнице, да, это какие-то особенно узкие там специалисты, да, которые сидят там в какой-нибудь крупной больнице, если надо тебе попасть к нему, да, то как бы тебе надо, ну, опять-таки, либо получить направление там итхайвут, или, ну, идешь и сам платишь. Типа частный визит. Я пришла в эту больничную кассу своему выходу. Мне девочка на ресепшене говорит: а давай, типа, зачем тебе к тому, у нас есть, типа, прекрасные врачи. Я говорю: ну, хорошо, давай. И она мне предлагает, как обычно, там, через месяц, 2, 3, я не помню. Я говорю: смотри, я была в больнице, да, как бы, скажем так, я не ходила 2 недели, да, в Израиле обычно 3 дня и домой. То есть роды 3 дня домой. Операция на открытом сердце 3 дня и домой. Я говорю: я была 2 недели. Ну, что-то было, наверное, серьезно, правда? Теперь, у меня есть врач мой, который мной занимался, да, который меня смотрит, который сказал к нему приходить. Окей, я уже пошла тебе навстречу. Хорошо, если ты мне найдешь кого-то по аналогии, такого же специалиста, я готова к нему пойти. Мне, к моему врачу, в конце месяца ты мне предлагаешь другого специалиста, который меня вообще не знает, глаза не видел, понятия не имеет, что со мной происходило, через 3 месяца. Я говорю: у тебя есть логика? Ну вот объясни мне, пожалуйста. За полгода, сколько я ходила там к врачу, вот каждый раз я ходила к врачу, он мне сразу говорил, сразу давал мне очередь. Я от него же выходила, там же получала, вот сразу же девочка, которая занимается очередями, записывалась к нему. К своему врачу, который тебя оперировал. Который у меня был, да, тот, который меня смотрел. Я сразу получала очередь, сразу записывалась в свою больничную кассу, и в это время пыталась получить итхайвут. Я за все это время ни единого раза не могла получить нормальный итхайвут. Мне постоянно выносили мозг. То они не могли найти мою почту. Я говорю: послушайте, я с вами переписывалась, я говорю: ну, вы издеваетесь, вы не можете найти мою электронную почту у себя в этом самом, ну, как бы, вы нормальные вообще? Я говорю: я вам скажу, у вас есть автомат, автоматическое это самое, когда я отправляю вам письмо, то, что вы его получили, я об этом знаю, потому что мне приходит автоматическое сообщение, что письмо получено. Ты не можешь найти мой адрес, блин, ты серьезно? Один раз мне попалась русскоязычная девочка, совершенно ни в чем не виновата, но ей уже досталось до всех, я ей уже там такое устроила, я говорю: послушайте, я требую, чтобы вы мне прислали список документов, и я не знаю, что вам там нужно, каких-то там разрешений, еще чего-то там, список, на основании которого я могу получить итхайвут с первого раза. Вы же не с головы берете эту информацию, вы же откуда-то, по какому-то списку, я не знаю, у вас какие-то там требования. Там. Я говорю: пришлите мне, пожалуйста, вот этот список, чтобы у меня был на руках, чтобы я вам не выносила мозг, и вы время мое не тратили, чтобы я на основании этого списка сразу вам все прислала и сразу получила итхайвут. Короче, мне ничего не прислали, я скажу, чем это закончилось. Я каждый раз врачу писала там типа сообщение, я говорю: смотрите, типа, я не знаю, смогу прийти или нет, и каждый раз у меня была одна и та же история, мне опять не дали итхайвут. Короче, врач из Адассы, то есть одна из самых крупных, я не знаю, больниц в мире, наверное, ну, в Израиле так точно, есть в Иерусалиме такая Адасса Эн-Керем, ну, в Иерусалиме 100% самая крупная больница и одна из крупных в Израиле. Врач, которых таких, как я, блин, сотни, написал мне письмо, мне лично, на мое имя, что я такая-то, такая-то, да, его личная пациентка, что он такой-то врач, такой-то больница, да,
Я его постоянно пациентка, должна постоянно к нему там приходить типа на консультацию, и чтобы моя больничная касса перестала требовать от меня документы, которые не имеют никакого отношения к получению тхайвуту, и мне каждый раз давали тхайвут, короче, не морочили мне голову. Реально, это письмо у меня есть, я его сохранила на всякий случай. Я не знаю, рамочку надо будет повесить на стену. Я отправила в больничную кассу после очередной попытки мне не дать тхайвут, и первый раз после этого письма я получила сразу тхайвут. Первый раз. Почему вообще, типа, так сложно получить Итхайвут? Слушай, хороший вопрос. Вот я тоже задавалась этим вопросом. Ладно, если бы она, я не знаю, имела бы с этого что-то, да, вот эти вот девочки, которые там сидят на телефоне, я не знаю, может, у них бонус какой-то за людей, которым мне не дали отхайвут. Я не знаю, я не понимаю эту систему. Я не знаю, зачем они это делают, почему они это делают, как это у них происходит, мне сложно сказать. Но, по идее, это девочки делают отхайвут, да, вот эти, которым ты там звонишь, или они, по крайней мере, делают там запрос. А как ты, типа, попросила врача или что? Или он сам предложил написать? Он сам написал, я вообще ничего не просила. Я ему просто, я извинялась очередной раз, что я говорила, я не уверена, смогу ли я попасть на эту очередь опять на это время, потому что у меня нет отхайвута. Мало того, я иногда даже приходила без отхайвута. В принципе, есть такое, ты идешь, вдруг тебе срочно. И ты делаешь запрос, но ты не успеваешь получить отхайвут, ты платишь, по-моему, 100 шекелей типа там за визит, и тебе потом больничная касса возвращает. Но так как в Израиле возвращают, послушай, я 8 лет ждала, чтобы мне написали, что я замужем. Я могу на пенсии получить этот возврат отхайвута, я вообще не знаю, получу или нет, но говорят, типа, возвращают. Не гарантии, в Израиле нет гарантии, нет такого слова. Какой практический вывод из этой истории? Что делать, если тебя гоняют по кругу с Итхайвутами? Во-первых, мне кажется, если вы можете лечиться не в Израиле, лечитесь не в Израиле. Это первое. Второе, можно как-то минимизировать ущерб, скажем так, да, но это тоже не гарантия, да. Смотри, я тебе приведу пример. Вот я когда забеременела, я пришла к своему гинекологу, она мне там расписала, как это в Израиле происходит. Тебе сразу на 40 недель расписали все анализы, которые тебе нужно сдать, на какой неделе, где, вот прям расписано, да, и вообще, что тебе надо делать. Теперь, что она мне сказала? Сразу занимай очередь. Я говорю, я извиняюсь, это 9 месяцев. Она говорит, поверь мне, сразу занимай очередь на все эти самые. Потому что есть какие-то анализы, которые ты должен сделать в определенный срок. Если ты не успел, до свидания, уже нет смысла их сдавать. И вот это был очень хороший совет. То есть я сразу занимала очереди на несколько месяцев вперед. Мало того, тебе нужно еще и уточнить, да, как бы на всякий случай, потому что в Израиле тоже всякое бывает, да. Тебе нужно, чтобы тебя, записали, и там ничего не забыли, там и правильно записали твою фамилию, не перепутали ни дату, ни время. То есть если у тебя есть время, да, и ты заранее записан, как бы, да, это немножко, скажем так, есть шансы, что ты все успеешь делать. Там, и тхайвут, и то, 5-10. Большую часть врачей ты можешь найти в своей больничной кассе, да, потому что, в принципе, даже больничные кассы, да, вот часто люди там меняют больничную кассу, там, то не это, то не то, они все работают одинаково. Нет особой разницы. Я знаю людей, которые меняли, возвращались. Гораздо важнее найти хороших врачей. То есть я ищу всегда русскоязычных, даже не потому, что у меня плохой иврит. Например, стоматология. Я ходила к разным врачам. Я кому этого не ходила. К русскоязычным. У меня не очень хорошие зубы, поэтому я, по-моему, всех попробовала. Русскоязычные, израильтяне, арабы. Полный звездец. Конечно, я нашла в итоге русскоязычного, хожу к русскоязычному. И там уже, смотри, если у тебя уже есть какой-то личный контакт, что часто возможно, тебе уже будет легче договориться и тхайвут получить там и так далее. У меня есть там прекрасный семейный врач, который в итоге нашла. Не с первой попытки. И если мне прям очень нужно и очень срочно, как бы, да, я могу прям даже без очереди пробежать, особенно там с детьми. Почему ты говоришь, что, типа, если есть возможность, лечитесь за границей? Израиль же у нас передовая медицина. Смотри, если я не в Израиле, например, да, там я иногда бываю там в Украине, да, у меня родители в Украине, и зубы лечу там сразу же. Какие-то обследования все делаю там, потому что, во-первых, это совсем других денег стоит, это без очереди, с тем же результатом. Я была в Украине 2 года назад. Я за неделю сделала все, что у меня ушло бы в Израиле, я не знаю, полгода. Да, но в Израиле же это как бы бесплатно по страховке. Не все бесплатно. Стоматология не бесплатная. Я пробовала, назовем это типа бесплатно, но все равно что-то платишь. Сорян. У меня не так много денег, чтобы лечить зубы бесплатно в Израиле. Что ты имеешь в виду? Скажи подробнее, чтобы понятно было. Что значит, что типа нет так много денег, чтобы лечить бесплатно врача от больничной кассы? Я в Израиле попробовала все варианты. В Украине я лечила у частных врачей. Да, как бы я ходила к частным стоматологам уже давно, хорошие, замечательные, за адекватные деньги абсолютно. Я все сделала перед отъездом, все хорошо, замечательно. Но это же не вечная история. Все равно тебе рано или поздно нужно пойти к стоматологу. Первый врач, я пошла к частному врачу, у меня было срочно, передние зубы мне нужно было сделать. Я за один зуб заплатила $1000. Это было, сейчас я скажу, лет 10 назад. Тебе сказать, что я была сильно довольна? Нет. В Украине мне делали лучше. Окей, беседа, хорошо. Я не очень понимала, окей. Дальше я начала прям изучать этот вопрос. Я писала посты, я там расспрашивала у людей, кого лично знаю. Я писала в разных группах. Я просила просто рекомендации. Послушай, я сделала на Фейсбуке группу, я там искала врачей по рекомендации от людей, к кому можно обращаться.
Теперь смотри, приходишь, например, в частный кабинет, да, у тебя сразу, тебе сделали рентген, тебе сделали это, там, почистили зубы, тебе сделали это, все сразу в одном кабинете. Например, ты пришел на консультацию, тебе врач говорит, тебе надо такую-то пломбу, тебе надо почистить этот сам, тебе надо сфотографировать и так далее. Он не может это сделать. В Израиле, когда очень узкая направленность, да, ты отдельно записываешься на чистку зубов, например, там, через 2 недели. Отдельно записываешься, это делает пломбы. Этот отдельно там удаляет корень. Этот отдельно. Я говорю, вы что, не можете этот сам? Нет такого в Израиле. Ну, по крайней мере, в этот сам, если ты идешь, например, в больничную кассу, ты отдельно на каждую процедуру записываешься каждому отдельному врачу. Ты пришел в частный кабинет, вот я к девочке пришла, вот там, вот, которую я нашла, все, мы к ней просто записались, там, я не знаю, в течение недели она сделала и мне, и 2 детям сразу в одном кабинете чистку, на тебе чистку. Сфотографировала, это сделала, то сделала, все в одном кабинете. Я в Израиле год ходила по врачам, то, что я могла бы сделать, ну, окей, за 2 недели. У частного врача тебе все сделали? У частного ты можешь все сразу сделать. В больничной кассе ты каждую процедуру записываешься отдельно к разным врачам. А как найти нормального стоматолога частного? Слушай, я нашла случайно, у меня на это ушло 10 лет, и я искала врача для детей. У нее заодно спросила, мне понравилось, как она работала. Я думала, что и взрослыми занимаешься. Она сказала, да, конечно, и я как бы сделала у нее. Но в принципе я стараюсь лечить не в Израиле. Если у меня есть возможность, я делаю в Украине. Как получилось, что тебя пытались 3 раза подряд взять деньги за одну и ту же вещь? Та же стоматология, мне нужно было очень срочно попасть к врачу. Я искала русскоязычного. Я нашла в отделении рядом с собой русскоязычная женщина. У нее есть частный кабинет, и раз в неделю она принимала там. И как раз это был этот день. Я прям туда прибежала, мне повезло, я к ней попала. В общем, я выхожу. Значит, в моем районе есть большое отделение Маухэдет. Ты заходишь. Ну, вот обычный ресепшн, сидят девочки, тебе там дают, ну, в общем, что тебе нужно. Ну, там направление, например, да. И дальше ты идешь, вот эта поликлиника, и там, ну, по направлению, типа детское отделение, не знаю, там какие-то анализы, то, 5-е, 10-е, там, и отдельно стоматология. Так вот, у стоматологии есть еще своя отдельная, типа, касса, да, то есть ты отдельно за стоматологию платишь не на основном ресепшене, а там, в этом отделении. Я выхожу, ну, как бы, чтобы получить к ней очередь, да, ну, как бы, рассчитаться там за визит. Мне говорят, в общем, они что-то зашли, посмотрели, говорят, у вас какой-то долг там. Я говорю, какой долг? Ну, в общем, выяснилось тоже за эту стоматологию, в общем, что-то там я платила в рассрочку, и какой-то последний месяц не прошел. Там 2 года назад было. Окей, хорошо. Она говорит, идите туда на основной ресепшн, заплатите, и мы вам займем очередь, потому что пока вы не оплатите, мы не можем вам дать очередь на следующую неделю. Хорошо. Я пошла, заплатила, принесла ей чек. Она сказала, да, все окей, дают мне очередь на следующую неделю. Я прихожу на следующую неделю, выхожу от стоматолога рассчитаться, и мне девушка на ресепшене, там же, в отделе стоматологии, она говорит, а у вас здесь долг. Я говорю, какой долг? Ну, вот такой-то 2 года. Я говорю, тот, который я заплатила неделю назад, она меня смотрит, типа, у меня здесь ничего не видно. Я говорю, ну, я у вас была неделю назад. Он говорит, смотрите, я типа ничего не вижу, тут ничего нет. Я говорю, окей, что будем делать? Ну, пойдите на ресепшн. Я говорю, нет, давайте теперь сходим вместе. Я уже сходила на прошлой неделе. Мы пошли вместе. Там была девочка, кстати, которая прям у меня деньги принимала, меня даже узнала. Я ее узнала, я говорю, вот, я ей лично давала деньги. Она говорит, да, все, рассчиталась, вот чек. Я прихожу, мне занимают очередь на следующую неделю. У меня там было еще несколько там визитов. Я прихожу на следующую неделю. Парам-парам. Угадай, что мне говорят. У вас долг. Я говорю, вы издеваетесь? Это у меня каждый раз будет этот прикол. Мало того, у них еще система полетела. Я говорю, послушайте, ну, логику объясните мне, пожалуйста. Вы мне первый раз сказали, что вы мне не можете занять очередь, потому что у меня долг, и пока я не заплачу долг, очередь вы мне не назначите. Я прихожу 3-ю неделю подряд. Вы можете 2 + 2 связать? Я говорю, что будем делать? Я говорю, ну, у нас вообще зависла система в стране программистов, не работает это самое, мы не знаем, типа, что делать. Я говорю, ну, хорошо, что? Я говорю, давайте я пойду домой, на следующей неделе я приду, вы мне опять скажете, что долг, мы разберемся с этим долгом, когда у вас уже заработают компьютеры, я считаю за этот визит. Нет, я не могу тебя отпустить, ты не рассчиталась. Я говорю, ну хорошо, давай, что я тебе должна за этот визит. Давай за визит рассчитаемся, с долгом разберемся потом. Я говорю, сумму скажи мне, она мне там сказала какую-то сумму, ну, допустим, там 50 шекелей. Я ей даю карточку, она говорит, я не могу принять карточку, потому что система не работает. Я говорю, ну, еще раз, давай приду на следующую неделю рассчитать. Нет, я тебя не могу отпустить. Я говорю, окей, что мы будем делать? Она мне предлагает прекрасный вариант. Она говорит, давай ты мне дашь данные карточки, я запишу на листочке, номер счета твой, этот самый, типа, фамилию, имя, все данные. Я вложу в твое дело, когда компьютер заработает, я, типа, достану и введу. Я говорю, ты нормальная вообще? Я говорю, ну, я в суд могу подать за такие вещи. Ты соображаешь вообще, что ты говоришь? Я говорю, вот смотри, вы 3 недели не можете с моим долгом разобраться, который я платила 3 недели назад. За 3 недели у вас не высветилось в системе, что я платила. При наличии, да, оплаты, чеков, я уже 2 раза брала чек. Я говорю, я не могу доказать вам, да, что я каждый раз вот это вот бегаю туда, да, чтобы доказать, что я платила. Ты хочешь взять данные моей карточки.
чтобы мне потом, когда заработает система, снять эти деньги. Ну, ты понимаешь, чем это закончится? Я потом не то, что никогда ничего не докажу. Еще вся больница, блин, за мою карточку у вас тут будет лечиться. Кто-то найдет, где-то за кого-то там заплатит. Я потом в жизни ничего не докажу. Еще не докажу, что я за себя заплатила. Я говорю, не-не-не, я с вами в эти игры играть не буду. Я говорю, что мы будем делать? Ну, нет другого способа. Хорошо, давай рассчитаемся наличными. Окей. Я даю деньги, она типа радуется. Я говорю, ну, чек мне дай, чтобы я доказала в следующий раз, что я заплатила. Она говорит, ну, я не могу тебе дать чек, система не работает. Я говорю, ну, дай мне что-то, чтобы я тебе доказала, что я оплатила. Окей, она меня смотрит, она пошла к директору. Слушай, взрослая женщина, я, ну, подполтинник, пару минут там была, приходит, ну, смотри, не работает система, как бы, я не знаю, типа, что тебе это. Деньги я принять могу, как бы, да, но тебе на руки ничего дать не могу, потому что система не работает. Все русскоязычные, с кем я разговаривала, кому я задавала этот тест, все безошибочно сразу мне говорили, вообще не задумываясь, что она должна была сделать. Все, абсолютно. Она на меня смотрит, я говорю, хорошо, смотри, берешь листик, пишешь. Я, Таня Иванова, там, бла-бла-бла, взяла от такой-то, такой-то, такого-то числа за такую-то процедуру, такую-то сумму, дата, подпись, если печать поставишь, вообще будет огонь. У нее глаза засветились, она быстренько написала, такая радостная. Она реально не понимала, как мне что-то дать на руки, чтобы я потом могла доказать, что я заплатила, блин, понимаешь? Реально вообще. То есть программа полетела, все, ничего не работает. Что делать? Фиг его знает вообще. Ну, думаешь, это смешная история или показательная? Знаешь, это называется смех и слезы. Ну, смотри, я уже, конечно, кучу историй, то, что я тебе рассказываю, уже как бы могу с юмором говорить, да, потому что я уже это все прожила, уже 150 раз там рассказывала, знаешь, другим рассказывала, знаешь, в надежде на то, что если люди с чем-то с таким столкнутся, чтобы они понимали, что делать, и как бы, и куда бежать, и чем заниматься. Но когда ты находишься в самой ситуации, ну, вообще не смешно, честно тебе говорю, вот прям, иногда прям ты вообще не знаешь, что делать, потому что как бы с системой очень сложно бороться, да, и просто это еще занимает столько времени, сил, нервов, что ты иногда думаешь, ну, стоит ли того? Ну, иногда стоит, да, если прям, ну, совсем какие-то истории, да, прям вообще. Друзья, если вам близко то, что я делаю, и вы хотите поддержать мой канал, у вас есть несколько способов это сделать. Первое – это стать спонсором этого канала. Это не только знак того, что мой труд действительно вам важен, но и реальная помощь в том, чтобы я мог развивать канал и делать контент еще более качественным. Кроме того, у спонсоров есть ранний доступ к новым публикациям, а совсем скоро появится и эксклюзивный контент, доступный только для них. Второе – это одноразовый донат через кнопку с сердечком «Супер спасибо». Она находится под каждым видео. Такой донат видят другие зрители, и часто это вдохновляет их также поддержать канал. Третий способ – это прямая благодарность через систему PayPal. Я добавил для вас отдельную ссылку на мой PayPal в описании под каждым видео, чтобы упростить этот процесс. Любая ваша поддержка для меня очень ценна. Она помогает мне двигаться дальше, развивать канал, улучшать качество контента и создавать то, что для вас интересно. Спасибо, что вы рядом. Ну вот расскажи теперь про коммунальную историю, как ты вообще узнала, что у тебя долг перед Гихоном? Что такое вообще Гихон для людей, которые не знают, да? 2 года назад приходит курьер, приносит мне заказное письмо от какого-то адвоката. Ну, я смотрю, типа, на наше имя. Я открываю, ну, все на иврите, конечно. Но я вижу цифру 80 чем-то тысяч. Я, конечно, сажусь, перевожу. И это письмо от какого-то адвоката, который мне говорит, что у меня долг заводу на 80 тысяч. Окей, так. Но надо вообще выяснить, правда это или нет, да, и что вообще происходит. Я нашла какой-то WhatsApp. После короны многие израильские организации, во-первых, сделали сайты, во-вторых, еще появилась разная такая штука, что с ними как-то можно общаться онлайн, что очень упростило жизнь. Например, появились у людей, у организаций WhatsApp, да, что ты можешь с ними списываться и вообще как-то там какие-то вопросы выяснять. Окей, я нашла WhatsApp, нашла какого-то там человека, в общем, долго мы с ним выясняли, он сказал, да, все правильно, у вас типа долг на 80 тысяч. За год? Вот, ну, условно, типа за год. Значит, у меня муж в основном за границей, он в Израиле бывал нечасто, поэтому мы платили, в частности, за коммунальные услуги обычно за какой-то период сразу, да, то есть там за, типа, месяц, два, три, типа, может быть, там до полугода. Шла вот эта вот история, я говорю, смотри, давай разберемся. Например, в августе месяце нас вообще не было в стране ровно месяц. Можешь посмотреть, какой счет был за август месяц. Вот, и посмотрел, типа, 6 тысяч. Я говорю, скажи, пожалуйста, как мы могли намотать 6 тысяч за воду, если нас вообще не было в стране? У меня на карте есть все доказательства, билеты. Ты можешь в аэропорту уточнить, да, мы были в стране или нет. Посмотри дату вылета, дату влета. Как мы могли намотать 6 тысяч? Вот просто в один момент. Он говорит, смотри, я не знаю, короче, одно из двух. Либо у вас лопнула труба, либо к вам кто-то подключился к вашему счетчику, и у вас там типа наматывает. Я говорю, смотри, ну, наверное, если бы лопнула труба, я бы заметила. С учетом того, сколько намотала,
У меня ни капли, у меня дома сухо. Я пошла, думаю, может, у меня галлюцинации, знаешь, у меня где-то течет, я не заметила. Ничего, все проверила. Я вызвала сантехника, он все проверил, говорю, все чисто. Я 2 или 3 сантехников вызывала. Короче, один из первых сантехников говорит, смотри, одно из двух, да, как бы вот проверили и сказал, смотри, я не вижу, чтобы кто-то подключался, типа, все окей. Но мы вырубили везде воду, все проверили, все включали, он все проверил, все стыки, прям ходил, изучал. Вы все выключили, пошли посмотрели на счетчик, а счетчик мотает вообще как сумасшедший. С выключенной водой. Он говорит, смотри, скорее всего, лопнула труба, причем под землей. Мы снимаем дом, у нас такой, как двухэтажный дом плюс цокольный этаж. То есть, типа как 3 этажа, но вот этот минус первый этаж, я не знаю, это считается 2 этажа или 3. Короче, у нас на вот этот минус первый этаж там одна семья живет, и вот эти 2 этажа, это мы снимаем. Окей. В общем, я говорю, что делать? Я говорю, тебе надо идти в этот самый водоканал разбираться. Короче, значит, все зафиксировали, что это типа лопнула труба под землей. Значит, что нужно сделать? Значит, Гихоне сказали, да, это долг. Смотри, пока ты не починишь трубу, мы не можем разбираться с долгом. Ты должна починить трубу, принести доказательства, что как бы все починено, мы проверим, что да, уже воду не мотает, будем потом разбираться с долгом. Я говорю, беседер, теперь почини трубу в Израиле под землей. А почему, если ты снимаешь этот дом, почему это на тебе, а не на хозяине дома? У нас хозяин живет вообще в другом городе. Мы увидим раз в году, чему очень рады. Он приезжает только на переподписание договора и получить новые чеки. Все. Смотри, мне на самом деле это очень удобно, потому что это уже не первая проблема, которую я решала. Если я сталкиваюсь с какой-то проблемой, я нахожу специалиста, который может это решить. Я созваниваюсь с хозяином. Смотри, я у него спросила как-то. Он говорит, смотрите, вы там живете, решайте сами проблемы. Я говорю, нет проблем, мне это не в напряг. Мне лично технически намного удобнее, да, как бы все это найти, согласовать, чтобы сделали так, чтобы мне было удобно, потому что я там живу, чтобы хозяин просто рассчитался. Так вот, например, вот с трубой, я тебе приведу пример. Значит, труба под землей. Мне дали там одну бригаду, которая недавно там где-то вот тоже чинила там трубу, которая лопнула под землей. Мне пришли там 3 ребят израильтян, молодые ребята. Короче, во-первых, надо найти, где вообще это ломануло, да, понимать, где копать, что менять. Во-первых, у меня один сантехник, тот, который у меня русскоязычный, естественно. Я его вызвала там на консультацию. Он говорит, смотри, я тебе честно скажу, тебе нет смысла ремонтировать трубу, ее надо менять. Потому что дом старый, трубы на тот момент делали еще железные. То есть она просто где-то в каком-то месте проржавела. И то, что ты это ремонтируешь, я тебе гарантирую, там год-два максимум, проржаветь в другом месте, будешь делать все то же самое, только в другом месте. Просто надо менять. Все, вот эту отрезать, прокладывать новую трубу, прикинь, да, я думаю, звездец. Но на мое счастье, до этого, пару лет назад, у нас была, назовем типа утечка газа. Громко звучит, но у нас, в общем, где-то на улице в этой трубе газовой была какая-то там дырочка, в общем, что-то была там какая-то утечка. Причем до этого приходили проверяющие, проверяли, все было окей. В общем, как-то обнаружили, я не помню, по-моему, даже по запаху. Пришли, в общем, сказали, все, вам надо менять типа трубу. Я нашла русскоязычного мастера, всегда нахожу русскоязычных. Классный мастер. Я говорю, чувак, а как это вообще менять? Он говорит, смотри, есть типа гибкие шланги такие, я тебе поверху пущу, он все посмотрел, говорит, что проблем нет, эту я отключаю, я тебе подсоединяю вот этот гибкий шланг, я тебе пущу поверху по стенам, заведу со стороны кухни, прям там, где у тебя плита, я тебе прям с улицы заведу этот самый, и прям, понял, как он делал там маленькую дырочку, вплотную входит эта труба и подключается прям к газовой плите. Сделал шикарно, вообще за полдня, вообще практически копейки стоило. Так вот, когда мне сказали, что мне надо менять трубу, я, как бы по логике, раз можно сделать то же самое с газовой трубой, я предполагаю, что, наверное, можно такую же трубу найти, чтобы мне сделали с водой такую же историю. Понимаешь, да? Как бы пришли эти ребята из Вильтяне, что они сказали? Все копать, доставать. Я говорю, а где лопнуло? Говорят, откуда я знаю? Это надо все копать, доставать. Я говорю, ты охеренный специалист, ты не можешь даже определить, где лопнула труба? Ты серьезно? Потому что они хотели больше денег заработать. Естественно, конечно. Но что бы они сделали? Они бы разворотили все оставили бы все так, все, до свидания. А, еще один момент очень интересный. У нас у соседей под низом, вот которые живут на цокольном этаже, начала цвести стена. И это не обычная плесень, да, которая классическая в этих израильских квартирах, домах. И этот сосед вызвал тоже одного где-то до этого за полгода, вызвал израильского мастера, который ему предложил прекрасный совет. Он говорит, смотри, давай подождем, когда будет лето, закончатся дожди, все высохнет, и мы посмотрим, что там будет. А это, оказывается, лопнувшая труба под землей, это я уже логически предположила. То есть она же постоянно текла, 80 тысяч, как-то что оно натекло, это очень нехило. И с учетом того, что там постоянно была влага, уже стена у соседей под низом начала цвести из-за этой воды. И все нормально,
разберемся, как бы. И чё, к чему это пришло? Я говорю, ребята, сходите к соседу, посмотрите на его стену. Я предполагаю, что в этом месте, где у него начало цвести, наверное, где-то в этом месте лопнула труба. Они же не могут определить, где лопнула труба. Пошли, о, конечно, да, это там лопнуло. Я говорю, так что вы предлагаете? Все копать, доставать, искать где, то есть это все перерыть. Когда дальше я искала русскоязычного специалиста, который мне сделает вот так, как мне сделали с газом. Чтобы он мне провел трубу по миру. Это у меня было единственное условие. Я сказала, я только такого мастера беру, потому что я не готова вот на такую всю историю. И я нашла мастера, Маш, мне повезло, еще в моем районе. Но он взрослый мужик, конечно, он такой вот грамотный. И он сделал? Он взял еще одного помощника. Он говорит, смотри, я должен посмотреть. У вас большой дом, да? Выход на 2 этажа. Мне объяснил, рассказал. Я сейчас все изучу, я посмотрю. Рассказал мне, там, спросил все эти нюансы. Час он, наверное, с этим ходил, там, с помощником. Все прям изучал. Сказал, окей, можно. Я говорю, окей. Я тебе вот этот момент сейчас объясню с хозяином. Я позвонила хозяину, говорю, смотри, лопнула труба. Я тебе нашла мастера, который делал вот так, вот так, вот так. Это будет стоить столько-то. Он сказал, нет, это что-то очень дорого. Я говорю, смотри, нет проблем. Можешь приехать сам, там найдешь мастера, делаешь все сам и сам ему платишь. Я тебе гарантирую, это самый лучший вариант и самый дешевый. Это единственный специалист, который тебе ничего не будет копать, а сделает вот так. Он сказал, нет, все, я согласен, все отлично, меня все устраивает. Все, мы с ним так и делали, да. Как бы он напрямую с ними договаривался, я давала телефон, он с ними согласовывал все моменты, напрямую ему оплачивал все, они просто делали, и я получала на руки чек, все, фотографировала, отправляла хозяину. Мне вообще отлично работало и очень удобно. Теперь, значит, когда уже все сделали, я пришла в Гихон. Гихон — это водоканал. Вот там вообще сидят одни арабы, реально. Единственное, директор. Я говорю, давайте сразу к директору. Мальчик говорит, нет, сейчас мы все разберемся. Я говорю, ну хорошо, давай. Посмотрела, говорит, не разберемся. Я говорю, я говорю тебе, не разберемся, давай не трать время. Позвали директора Гихона. Та директор Гихона меня там отчитывала, рассказывала. Я же езжу с переводчиком, ты понимаешь, потому что как бы я не осилю вот эту вот всю историю. Она мне говорит, значит, я тебе отправлю проверяющего сначала, чтобы он проверил, что у вас там происходит. Потому что счета, которые у вас, мне, типа, обычно вообще ешивы присылают, там, где там по 20 человек живет, знаешь, типа, моются там, типа, с утра до ночи. Типа, проверить, знаешь, типа, нет ли у нас какой-то там подпольной ешивы, я не знаю, там, гостиницы или что мы там. Я говорю, секундочку, а что вы делали целый год? Мне просто интересно. То есть целый год у нас течет вода по 6 тысяч за месяц, как оказалось, так, приблизительно. И вы нормально с этим, вам все ок. Теперь, когда я пришла уже, тут подняла Кипр, вы мне прислали счет, причем вы не мне прислали, вы отправили адвокату, плюс сверху цену за адвоката. Ну, им же тоже надо зарабатывать, тоже будем платить зарплату. Не вы же, я же должна заплатить, правильно? Я говорю, а что ты мне в течение года не присылала проверяющую проверить? Нормально? Я говорю, судя по счету, я затопила весь район, и ты нормально, тебе все. Вдруг после всего, когда уже все отремонтировали, ты решила отправить проверяющую. Я говорю, ну хорошо, давай. Пришел проверяющий, все проверил, все это сам. Ну, теперь давайте будем что-то делать с долгом. Я говорю, а остальное? Нет, прекрасные мне варианты предлагают. Он говорит, вообще это не твоя проблема. Это должен, типа, хозяин, типа, этим всем разбираться, но ты нам заплатишь, потому что счет же на вас, как бы ваша фамилия вписана. Но ты потом можешь судиться с хозяином, чтобы он тебе заплатил это, и все, как бы, и вообще никак, что он тебе заплатит. Я говорю, охеренный вообще совет. То есть я должна еще поругаться с хозяином, которому у меня вообще никаких претензий. Он вообще не в этом городе даже. Ну, у вас год был на то, чтобы предупредить, что у нас лопнула труба. Короче, он говорит, смотри, мы можем тебя разбить на платежи, можно то же самое. Я говорю, объясните, пожалуйста, я не могу понять. Я готова платить за свои косяки, я готова платить за свой долг, который я намотала, включая пеню, максимальную пеню. Все окей, по-честному, да? Я вовремя не заплатила, я плачу, что я намотала, плюс пеня. Я не собираюсь за ваши косяки платить. Давай, то, что я намотала, я плачу, остальное как бы мне списывать. Нет, я не могу такое сделать. Окей, я им пишу письмо. Я не буду платить 80 тысяч, как бы, сорян. Сколько ты хотел заплатить? Как это посчитать? Сколько это, по-твоему? Вот, смотри, они говорят, например, да, когда отремонтировали трубу, значит, они должны были посмотреть счет за первый месяц, да, чтобы посмотреть вот эту вот разницу. Я говорю, смотри, у нас до этого же нормальные были платежи. Вы берете средний показатель, окей, средний, за год, и мы приблизительно понимаем, сколько мы мотаем за месяц. Даже чуть больше я готова, там, да, сверху, там, чего-то там, с пеней, со всеми делами. Почему я должна платить за воду, которая год лилась, которая не имеет никакого отношения? Это не мой дом, не моя труба, блин, вообще как бы. И я написала прям письмо. Я говорю, смотри, распиши мне, пожалуйста, в письме по пунктам, где вы меня предупредили и каким образом за год. Вы мне просто присылали счета. Ни одно письмо о том, что у меня какая-то проблема, я не получала. Что они ответили? Я написала письмо, они мне ответили, сказали, мы тебе тогда-то звонили, что там присылали, что это самое. Я говорю, дайте мне запись телефонного звонка, где вы меня предупредили, я в курсе, я хочу услышать. Я знаю, что там было, вы мне позвонили, я говорю, еш мишу мадабре трусит,
Они говорят, типа, окей, беседер, и они перезвонили. 9 из 10. Обычно они всегда так поступают. А чем хорошо переписываться? Потому что они обязаны отвечать. Вот в Израиле очень хорошо переписываться. Пишите письма вообще. У кого какие-то там истории, пишите имейлы. Сейчас отлично работает GPT, еще тогда GPT не было. То есть это уже личный директор Гихона. Она сказала, я тебе все, типа, чем смогла, помогла, типа, бай. И то я очень корректно с ней разговаривала, да, иногда я прям думаю, хорошо, что у меня нет иврита, я не могу с ними ругаться, вот, потому что это меня иногда прям спасает. То есть я с ней поругалась основательно. И я понимала, что мне нужно выйти, кто-то сверху. Где я найду? У кого? Она директор Гихона. Кто выше нее? На мое счастье, у меня уже за столько лет жизни в Израиле, да, видишь, я достаточно это социально активный, там 100-500 разных знакомых везде. Если тебе куда-то нужно, ты уже знаешь, куда идти, кому обращаться. У меня есть знакомый, который работает в одном министерстве. Я уже попросилась к нему, типа, слезно. Я говорю, help me, please. Я уже не знаю, как выйти. Мне нужен кто-то выше Гихона, выше директора Гихона, потому что я не знаю, как решить этот вопрос, и он мне помог. Вообще большая ему благодарность. Он мне нашел кого-то, из какого-то там, типа, министерства водоснабжения, не знаю, как это называется в Израиле, кого-то там, какую-то еще русскоязычную женщину. Я ей позвонила, она сказала, в чем проблема, я все объяснила, рассказала. Она говорит, окей, напиши мне вот это вот письмо, типа, ответ на вот это письмо, что мне прислали. Ты мне все вот это вот распиши и отправь. И я так поняла, они сверху спустили вот это вот письмо. То есть я ответила письмом на письмо, понял? Вот что они говорили, что мы тебе там звонили, мы это самое. То есть я сказала по пунктам. И, о чудо, мне приходит письмо о том, что мне списан долг. Не весь, конечно, но вот эта вот часть, которую мне никак не могли списать, никак. Оказывается, можно. Такое тоже можно. И сколько тебе списали из 80 тысяч? Они мне часть списали этот самый, да. Потом мне нужно было вот эта вот часть, что я должна была заплатить. Там какая-то часть долга была, и она мне разбита была на платежи, там кусками было. Сколько ты заплатил-то? Я думаю, больше половины мне списали. Мне нормально списали. Вот больше половины точно. Но сколько именно, я тебе не скажу. Какой главный урок из истории с Гихоном в Израиле? Правда, иногда решаются даже нерешаемые вопросы. В Израиле очень хорошо работает сарафанное радио. И знакомство, вот это вот то, что... мне кажется, это везде работает. В Израиле это прям супер помогает. Смотри, я работала когда-то в одном книжном магазине, хозяин книжного магазина, и там русскоязычные книги, еврейские книги на русском языке, вот. Значит, директор магазина, он израильтянин, он русскоязычный. У него родители из России, но он родился в Израиле. Так он говорит, смотри, почему русским тяжело, да, в Израиле? Потому что весь бэкграунд, который у русских есть, он остается там. То есть вы там приезжаете в 30-40 лет, да, как бы здесь начинаете с нуля. Все, что у вас наработано, ваши связи, знакомства, там, я не знаю, опыт работы, вот это все остается там. Здесь оно нахрен никому не нужно, и вы это привести не можете. Особенно вот эти вот связи и знакомства. Говорит, нам очень просто, да, здесь, как рыба в воде. Вы приезжаете на это все, да, тем более, смотри, например, я директор магазина, да, и у меня, например, освободилось место секретаря. Зачем я буду брать какую-то русскую девочку, которая приехала, пусть она 7 пядей во лбу, у нее там, я не знаю, английский, французский, помимо того, что у русских еще нет иврита, не забывай. Особенно первых, там, я не знаю, лет 2-3 года, 5, у кого как. Так, чтобы они могли нормально работать. Говорит, вот зачем мне брать, пусть у нее там 3 образования, что угодно. Зачем? Если у меня, например, есть племянница, у меня есть дочка друга, которая мне позвонит, говорит, слушай, у меня здесь вот дочь 18 лет, она ищет хорошую работу. Говорит, вот когда у тебя будет место, позвони мне, да, как бы мне надо куда-то найти. Вот кого он возьмет? Вот дочку друга или вот какую-то девочку, которая вчера приехала. Вот так вот и работает. Смотри, я очень хорошо понимаю, на их месте мы бы делали то же самое, я тебе гарантирую. Вот ты сидишь, живешь, тебе все хорошо, замечательно. Раз привалила толпа каких-то там иммигрантов, тысячи, и сунутся куда-то, лезут, знаешь, куда, ты же не будешь их брать. Зачем? Они занимают твое место или претендуют на твое место. Конечно, ты их брать не будешь. Причем что у тебя же очередь из родственников, друзей и друзей родственников. Все логично. У меня тоже нет претензий, я их тоже понимаю. Ты очень жестко говоришь по фразу «полюби Израиль, и он полюбит тебя». В какой момент для тебя окончательно эта фраза перестала работать? 1,5 года назад у меня приезжали родители. У меня родители приезжали раз в полгода обычно, где-то на месяц. Они живут в Украине. И у мамы случился инсульт. Слава богу, у нее была страховка, все, но там, долгая история. После инсульта, значит, во-первых, нельзя летать, да, потому что это перепады давления, это опасно для здоровья, то есть нужно ждать по показателям, да, состояния здоровья, когда стабилизируется состояние, чтобы врачи сказали, да, окей, типа, можно. Второе. Значит, после инсульта нужна сразу реабилитация, потому что чем раньше начинают делать реабилитацию, тем больше шансов на нормальное восстановление, да. Получилось так, что мне нужно было маму забирать из больницы, и мне некуда было ее оформлять. Я ее вывезти из Израиля не могу. А мама не гражданка? Да, у меня родители не граждане. И оформить я ее никуда не могу, потому что
Никакая страховка реабилитацию не покрывает. В общем, все, что я могу сделать, это я могу найти какую-то опцию в Израиле до того момента, когда ей не разрешат улететь. Я уже там вообще всех подняла на ноги, всех, кого знала, не знала. Я звонила вообще всем подряд. Мне давали номер телефона, я сразу звонила, объясняла ситуацию. Это меня сожрало кучу времени, мне все говорили, ничем помочь не могу, но позвони Васе Иванову. Вася Иванов мне говорил то же самое. Десятки людей так обзванивала, меня уже начало это раздражать. Я говорю, послушайте, не давайте мне того, кто мне реально не может помочь. Я просто уже устала. Значит, в итоге я нашла эти центры реабилитационные. Я прям созванивалась, выясняла, на каких условиях можно принять, сколько это будет стоить. Выбрала 2 более-менее по деньгам. В итоге я нашла в Иерусалиме, ну, потому что ездить было нереалистично никуда больше. Через знакомых, уже знакомых, да, что, во-первых, туда еще надо попасть. Потому что в Израиле такая система все-таки рассчитана на граждан Израиля, да. Выписывают человека из больницы. Если ему нужен реабилитационный центр, ты говоришь, какой реабилитационный центр, и туда переводят. То есть ты договариваешься, туда переводят. Может быть, кого-то направляют в какие-то центры, не знаю. Так вот, то есть мне нужно было найти центр, куда можно будет маму перевести. Я нашла в Иерусалиме. Во-первых, он был самый дешевый. Во-вторых, мне нужно было познакомиться, что туда, да, можно было влезть. И мне нужно было, самый дешевый для иностранцев. Сколько стоило это? Во-первых, надо понять, какой срок. Мне сказали, смотри, минимум месяц, может быть, до 3. Я говорю, окей, смотрите, будет столько, сколько я найду денег. Ну, давайте попробуем месяц, будет очень хорошо, если получится. В итоге мне выставили счет на 100 тысяч по знакомству. И вообще это, типа, самый лучший, самый дешевый вариант, который вообще можно было найти. Где взяла 100 тысяч? Сейчас тебе расскажу. Я нашла знакомую, которая знакомая знакомых. Я говорю, послушай, я очень прошу. Я знаю, что в Израиле можно торговаться. Везде и всюду, даже в банках. Не просто на рынке, вообще в любой организации. Ты можешь приходить и можешь торговаться. Да? Не повезет, не повезет, но часто, да, можешь. Я очень прошу, пожалуйста, мне любую скидку, которую можно на любых условиях. Да? Я гражданка Израиля. Я буду оформлять все на себя. Можно мне как гражданке получить какую-то скидку. Рассрочку, то 5-10. Я просила скидку и рассрочку. Максимум, что возможно, на любых условиях. Рассрочка на 20 лет, как угодно, как за квартиру, потому что 100 тысяч, сорян. Значит, мне сказали, мы тебе даем скидку половину, но ты нам должна будешь вот эту сумму каждую, что мы тебя разобьем там на срок, ты должна будешь заносить эту сумму каждые 10 дней. Если ты не принесешь, если ты просрочишь, мы тебе всю сумму возвращаем полностью. Такая, я не понял. Вот у тебя сумма 100 тысяч, вот тебе дали 50. Если ты на месяц разбиваешь на 10 дней, сколько это получается? Там 4 недели. По 25 тысяч ты должен заносить. Где ты взяла эти деньги? Понятно, что я не найду. То есть мне надо просто собирать у людей, просить, ходить везде, где только можно. Просто чтобы попросить людей, чтобы мне помогли. Мне все сказали, даже те, у кого были деньги, кому я приходила, просила, чтобы мне помогли, сказали, сорян, это очень много. Во-первых, мне порекомендовали открыть просто счет отдельно, чтобы мне на счет отдельно заходило. Я говорю, все, супер. Я пришла в банк, и мне в банке сказали, сорян, мы тебе не можем помочь. Я говорю, почему? Потому что частное лицо не может открыть такой счет. Я говорю, послушайте, я не открываю себе, собрать на Мальдивы. Мне нужно мамино лечение. Вот договор, вот бумажки из больницы. Я даже снимать эти деньги не буду. Я с этого счета перевожу на счет реабилитационного центра. Я вам предоставлю все бумаги, письмо от реабилитационного центра. Нет, ты по закону не можешь. Я говорю, что мне делать? Может, какая-то организация или амута, какой-то, может быть, фонд, частное лицо не может. Я говорю, окей. Девочка мне из банка говорит, смотри, ты можешь пойти в другой банк, ты мне говоришь, для чего, просто открой счет и все. Я говорю, окей, а если мне там зайдет, например, 50 тысяч, не сразу там, как я их сниму? Он говорит, хороший вопрос, могут быть проблемы. Я говорю, спасибо за совет. Я говорю, наверное, я буду искать организации. Значит, у всех организаций, куда я обратилась, мне помог фонд Яд Ицхак. Есть такой фонд, он помогает русскоязычным израильтянам. То есть, у тебя не было денег на счету, кто-то тебе помог? Я собиралась собирать деньги, для этого мне порекомендовали открыть отдельный счет. Я говорю, отличная идея, я открою отдельный счет. И мне не открыли именно поэтому, потому что я как частное лицо не могу просто так собирать деньги, даже под супер важную уважительную причину. Ты можешь рискнуть, да? Мне сказали, смотри, вот у банка вопросы, они заблокируют твой счет, и когда его разблокируют, моя ситуация вообще никак, каждые 10 дней должна была заносить деньги. И я обратилась в Яд Ицхак, они открыли мне. Они мне, кстати, подтвердили, сказали, что да, это проблема. Они даже часто говорят, послушайте, если вы хотите кому-то лично что-то переводить, например, не через фонд, вы можете человеку сделать такую медвежью услугу, потому что если к нему там много зайдет денег, пусть даже мелких, но в больших количествах, ему могут просто заблокировать, и потом он будет долго объяснять, что он не верблюд, понимаешь, и зачем ему нужно было, почему и так далее. А в Израиле, как ты же знаешь, как все быстро происходит. И Яд Ицхак тебе помог?
вы заплатили, все хорошо. Да, ну мне Децхак делал рекламу, я собирала у кого только могла, всем писала, просто всем, кому могла. Но оно как через сарафанное радио, вот прям реально люди мне переводили, да. И мне получилось на 2 месяца. Я реально заносила каждые 10 дней. То есть это и есть для тебя пример, когда человек много отдает стране, а в ответ остается один на один с системой? Ну, окей, так случилось. Почему? Была страховка, да, как бы, и, ну, например, то, что нужно было, страховка никакая, не покрывает, даже израильская, да, ну, потому что нет такой категории. Это, типа, не идет спасение жизни, типа, страховка покрывает, типа, спасение жизни и какие-то там экстренные случаи. Типа, реабилитация туда, типа, не входит. То есть даже страховки ты такой не найдешь, да, как бы. Если ты не гражданин, до свидания. Ну, даже все правильно сделав, да, например, оформить там страховки, то, 5-е, 10-е, тоже не гарантия. Например, ты попал в такую ситуацию, как бы, ну, плати, нет денег, как бы, до свидания, никого не... Беседер, окей, все понятно. Врач сказала, все нормально, показатели стабилизировались, типа, можно ехать. Окей. Теперь для того, чтобы уехать, технический момент, да, у меня мама на тот момент не ходячая еще, у меня мама могла лежать и сидеть. То есть какой-то эвакуационный рейс отпадает, потому что в Украину все равно ничего не прилетит, она в какую-то соседнюю страну, это было тоже кучу денег. Значит, нужно было обычным рейсом, но это как бы не очень просто. Я тебе технический момент и перейду к паспорту. Это важный технический момент. Смотри, что мне нужно было сделать? Мне нужно было заказать скорую помощь, которая маму заберет из реабилитационного центра, доставит в аэропорт. Значит, в аэропорту надо заказать службу, там приезжает такая девочка с креслом, пересадить туда маму, довести через все эти самые паспортные контроли, это тоже все проходит, не имеет никакого значения. Надо как-то ее завести в самолет, в самолете пересадить с кресла. Теперь это сделать то же самое в Молдове. Из Молдовы надо, чтобы кто-то ее из кресла самолета в кресло, вот это, которое на колесах, вывести в аэропорт. Теперь, значит, мы прилетали вечером. Так как в Украине война, там есть такая штука, которая называется комендантский час. И нельзя было ничего заказать, что ночью может тебя привезти. Что-либо тоже не подходило, это только скорая помощь. Которая мне сказали, извините, ночью мы ездить не можем. Окей, мне нужно было где-то переночевать в Молдове. Нужно было заказать скорую помощь в Молдове, которая заберет, найти какую-то гостиницу, куда можно вообще проехать технически, да. Утром нас заберут, это же скорая помощь отведет к границе. На границе мне нужно было найти скорую помощь из Украины, которая привезет на границе, забрать маму из одной скорой помощи, пересадить в другую. Мы как бы с папой там вместе с ней. И привезет в наш город. И там в реабилитационный центр ее сразу как бы перевести. То есть, понимаешь, да, как бы логистику. Так, я уже ночью звук досовывала. Значит, я как-то это все сделала. В общем, сообразила, билеты, все дела. Теперь в аэропорту, значит, мы все сделали. Уже прошли все вот эти все паспортные контроли. Самый последний, вот когда ты выходишь к самолетам, тебе дают такую бумажечку, когда ты все проверки прошел, и ты приходишь, прикладываешь к такому типа аппарату, там такие пластиковые прозрачные двери, они открываются, ты проходишь. Иногда оно не срабатывает, ты приходишь, не смотрят на твой паспорт, тебе дают какую-то там эту бумажку на руки, и ты проходишь типа в обход. Я прихожу, даю паспорт, она на меня смотрит, зовет какого-то чувака, приходит чувак, смотрит на мой паспорт, меня куда-то отводит. То есть мои родители и вот эта женщина, сопровождающая, меня ждут там, то говорит на таком ломаном русском, начинает задавать какие-то вопросы, ты откуда, 5-е, 10-е, типа, есть у тебя еще какое-то гражданство, какой-то паспорт. Он говорит, смотри, у тебя паспорт недействителен. Я говорю, в смысле? Ну, вот я смотрю, по системе недействителен. Я говорю, тебя не смущает, что меня выдали его в Мисрат Апним? Он говорит, смотри, ничего не могу это самое, я тебе говорю, что показывает система. Есть у тебя еще один паспорт? Окей. За год до этого, значит, у меня же муж работает в Африке, мы с детьми летали в Африку. Значит, я заказала паспорт вовремя не пришел, конечно. Значит, есть в аэропорту в Израиле такая услуга, если вдруг по какой-то причине тебе срочно нужен загранпаспорт, ты можешь приехать в аэропорт за двойную цену, там чуть ли не в течение часа тебе выдадут паспорт. Понимаешь, гражданство мне не могли месяц выдать, а вот загранпаспорт за двойную цену, пожалуйста, в течение часа. Welcome. Значит, я получила этот паспорт, слетала, значит, он, по-моему, на год или на 2 дается, типа временный, все как обычный паспорт. Значит, я приехала, получила свой загранпаспорт обычный, тот, который положено на 10 лет, окей. Этот я отложила, так как он временный, все-таки логично. И улетала уже с новым паспортом. И мне этот чувак в аэропорту говорит, типа, окей, все, я понял. Так этот паспорт не действителен, действителен тот. Я говорю, что ты предлагаешь? Он говорит, ну пусть тебе кто-то привезет этот твой паспорт. Где он? Я говорю, ну где-то там дома, в Иерусалиме. Он говорит, пусть тебе кто-то привезет. Я говорю, ты как это себе представляешь, да? То есть у меня через 2 часа самолет. Но он смотрит, он понимает, что это как бы, полный абсурд. Я не могу отменить поездку, вообще никак. То есть, понимаешь, да? Я тебе эту историю не просто так рассказала. Это невозможно в принципе никак. И родители сами не смогут улететь. Как решилась ситуация? Он говорит, смотри, я, в принципе, могу тебе открыть на выезд, но я не знаю, как ты едешь. Я говорю, ты меня выпусти сначала. Короче, я не знаю, что он там сделал, вылетели. Просто я когда вышла оттуда, я тебе даже не могу передать эмоции, у меня вообще никогда таких не было. Я даже не знала, как на это реагировать, понимаешь? Вообще, после всего, это просто
бюрократическая ошибка, которая в Израиле сплошь и рядом и нормально. Ну, например, я бы никуда не улетела. Ты понимаешь, как вообще это возможно? Ну, как? То есть как мне нужно было потом это разрулить? Я вообще даже не понимаю. И как мне потом нужно было это повторно все это сделать? И просто потому, что они не переключили где-то там в системе с одного паспорта на другой. И нормально, понимаешь, это израильское. Ну, слегка. Я говорю, слегка? Ты нормальный вообще? Слегка? Тебя впустили на границу после этого? Да. Смотри, я уже сделала сама, мне уже было нормально, я могла там часами сидеть, я уже была в Израиле, уже могла там ругаться, там, ну все, я уже была спокойна, понимаешь, как бы. Видимо, они где-то отметили себе, видимо, какие-то пометочки сделали, потому что я приехала, я на следующий день пришла сразу в Мисрат, к ним, я сразу к директору, ничего уже не выясняла. Она меня отправила к какой-то девочке, значит, русскоязычная девочка, толковая, посмотрела, она говорит, я пойду выясню. Она пришла, говорит, смотри, конечно, ты поехала по правильному паспорту, да, по постоянному. Временный, вот этот, который тебе дали, он должен быть недействителен. Но они забыли где-то там вот отметить, понимаешь? Окей, он говорит, я тебе все сделала, она мне отметила паспорт, она мне вот эти обрезала уголочки, штамп, что недействителен, и я езжу с 2 паспортами на всякий случай, понимаешь? Вот какой абсурд бывает. Потому что в Израиле это может быть нормально. А что тут такого? Ну, забыли, что, типа, кто не люди? Ну, все нормально. То ты говоришь, что одна из самых болезненных тем – это отношение к русскоязычным в Израиле. В чем это проявляется? Что ты почувствовала на себе и на знакомых? Разговаривать со своим знакомым, там, вот этот, который из министерства, он говорит, я тебе скажу, да, говорит, вот честно, да, к русским относятся хуже, чем к кому-либо в Израиле. Вот ко всем лучше относятся, чем к русским. К эфиопам, даже к арабам. Ну вот, чем к русским. Русские на последнем месте. Где работают русские? Вот давай, объективно, в массе в своей. Вот они приезжают. Где они работают? На каких работах? Ну, вот эти говноработы, они же не просто так называются, да? Не имеет значения, какой у тебя был там опыт, какое у тебя образование. Мне это вообще никому не нужно. И никогда не нужно было. Послушай, начиная поговорить с теми, кто приезжал в 90-х, по сей день ничего особо не изменилось. Оно чуть-чуть меняется, чуть-чуть. Но объективно эту картину не меняет. Давай так, вот объективно. Вот все, кто там будут писать, рассказывать, как хорошо живется русским в Израиле, посмотрите, кого вы знаете лично из русскоязычных репатриантов, которые, например, директора заводов, директора каких-то банков. Ты знаешь хоть одного судью в богатстве русскоязычного? Ты вообще слышал про такое? Вообще были за всю историю хоть один русскоязычный судья? Посмотри, кто там сидит, и посмотри, кто следующий становится судьям. И посмотри на их родственные связи. И возьми так любую структуру. Директор Гихона, может, когда-то был русскоязычным. Любую структуру возьми, любую. Много врачей русскоязычных, много политиков русскоязычных. Либерман. Кроме Щеранского, Либермана и Элькина, кого ты еще знаешь? Ну, там был какой-то журналист, который стал этим... Журналист. Сова? Да, Сова. Окей. Давай так, кто сидит в Кнессете? Давай, вот скажи мне, сколько там русскоязычных репатриантов? Этот Владимир... Один? Ну, есть несколько. То есть есть русскоязычные, которые чего-то достигли. Вот я тебе перечислила должности. Назови из них хоть одного русскоязычного. Прям вот задайся, вот спроси у GPT, пусть GPT поищет. Вот есть завод. Возьми все заводы в Израиле, все за всю историю. Посмотри, сколько среди них директора заводов были русскоязычные репатрианты. Найди еще хоть одного. Были руководители. Смотри, окей, есть какие-то, допустим, организации, которые русские сделали. Окей, Беседер, там, я не знаю, что-то. Ну, и наверняка есть, зависит от периода. Есть какие-то руководители отдела. Например, может быть, зауч в школе, возможно. Директор школы. Ты знаешь хоть одного директора школы? Я нет. Это не то, что русские сами сделали, типа там Мафет и там ИГУМ. Как бы, да? И то Мафет сейчас тоже занимается, Мафетом тоже занимаются, уже не русскоязычные репатрианты. Короче, возьми вот срез общества сверху и посмотри, не снизу вверх, как русские поднимаются, а сверху вниз посмотри, сколько там русскоязычных репатриантов. Все. Вот тебе будет ответ на этот вопрос. Есть момент, я думаю, что все-таки русских немножко побаиваются в Израиле. Почему? Я тебе пример приведу, например. Да? У меня есть знакомая, она работает на заводе, она энергетик по образованию. Да? Она пошла на завод по своей профильной специальности. Она пришла, и выяснилось, что в ее отделе она одна единственная, включая руководителей отдела, профильным высшим образованием. Одна. Есть 2 израильтянки, которые там руководители типа отдела, которые, когда узнали, к ней начали относиться хуже, чем кому-либо. Ее там гнобили, вечно какие-то выговоры на ровном месте. Вот все на нее. Почему? Она говорит, все очень просто. Они испугались, потому что поняли, она единственная, которая в принципе может претендовать на их место. По закону вообще, у нее образование вообще есть, она вообще понимает, что там происходит. Она единственная, которая зарплату не повышает, уже там 3 года. Сейчас не знаю, я уже с ней давно не общалась. Окей, хорошо. Например, ее гнобят, да, там зарплату не повышают 3 года. Почему она работает все 3 года там? Потому что нету другой работы в Израиле? Или это такое, что нужно терпеть, типа?
Ну, это тоже не очень выход, я тебе честно скажу, да, потому что иногда они рассчитывают на то, что ты уйдешь, потому что ты не будешь создавать конкуренцию. А какого хрена тебе уходить, блин, я не знаю, ты работаешь в этом месте, ты имеешь полное право там работать, и какого хрена ты должен терпеть это отношение, и чтобы не терпеть, ты должен уходить. Я не могу понять, почему. Я хочу, чтобы ко мне нормально относились, поэтому абсолютно легитимно я могу пойти поругаться к директору. Но те, которые уже давно живут, я смотрю, новая вот эта вот волна репатриации, многие уже умеют открывать рот. И язык, не забывай, это тоже очень такой серьезный барьер, да, который останавливает. И неприятно, что этим тоже многие израильтяне пользовались, да, как бы продолжают пользоваться. За то, что ты не знаешь язык, не знаешь законы, не знаешь, как открыть рот и где, это тоже надо знать. Есть еще вторая проблема. Почему русскоязычные относятся друг к другу плохо? Смотри, здесь как бы русские волны репатриации как-то наслаивались одна на одну. С каждым разом, мне кажется, все-таки репатриантам легче. Ну, в силу кучу причин, да. Вот в совокупности легче. И мне кажется, предыдущим, я не могу сказать, что зависть. Ну, окей, не будем исключать, возможно, тоже, да. Ну, смотри, может быть, просто обидно, да? Ну, какого хера, блин, я тут 20 лет шачил, я не знаю, что получить эту должность. Вася, блин, приехал и сразу на нее претендует. Вот, пожалуйста, в очередь. Вот я тут отышачил 20 лет, становись в очередь, блин. А ты шачишь 20 лет, все, станешь на мое место. Это же тоже приезжает, и конкуренция для них в том числе, да, как бы. И достаточно неплохая, послушай, каждый раз приезжают люди, это же совсем другая волна, да. Они бежали не от того, что им жать было нечего, не из Советского Союза. У них было что терять, да, у них у всех недвижимость, у них все классные специальности, у них практически у всех как минимум английский, а то и 2 языка, у них есть классный опыт работы, они с деньгами, есть, я не знаю, хорошие бизнесмены, есть люди, которые с опытом работы за границей. Это совсем другие люди, понимаешь? Как бы это на порядок другая категория людей, понимаешь, по многим критериям. Я думаю, вот этот момент, ну, зависть, обида, не знаю, не будем это исключать, да. Один пример, да, в доказательство. Я когда приехала, встретила подругу, и мы с ней разобщались, она говорит, знаешь, я с русским практически не общаюсь. Я говорю, почему? Она говорит, вот, ну, как-то неприятно. Смотри, приезжают американцы, куда они идут? Идут к своим к американцам, знаешь, они им помогают, там, найти квартиру, то, пятое, десятое, помочь с работой, не знаю, там, что-то перевести, еще что-то. Приезжают французы к своим, ну, все так делают, это очень естественно и логично. Ты приезжаешь, ищешь своих, да, в надежде на то, что тебе помогут. Единственные русские, говорит, я больше всего выгребала от русских. Я не знаю, почему. Ты хочешь какую-то нормальную работу? Говорит, типа, а что, все нормально, вот, мы все тут полы мыли, пожалуйста, как бы, теперь ты. Типа, а ты на что рассчитывала, как бы, дорогая? Вот, пожалуйста. То есть многим проще не помочь человеку, а повторить над ним тот же путь унижения, который когда-то прошли сами. Я не знаю, может, они считают это частью адаптации, типа, что если ты, типа, помыл и не помыл, то, как бы, все, типа, не израильтянин. Смотри, есть люди, которые согласны на такие работы, окей, нет проблем, да, но есть люди, которые, ну, не хотят, имеют полное право. Смотри, я, слава богу, в Израиле полы не мыла. Я ни на одной говноработе не была. Да, как бы я не мотопелила, я не работала в детских садах, я нигде не убирала, я даже продавцом нигде не работала, ну, книжный магазин. Тоже, ну, были причины, я понимала, куда я еду, да, я ехала с какой-то там финансовой подушкой, как бы, да. У меня был опыт работы, который мне очень помог, который здесь могла применить даже без знания иврита, да. Как бы у меня были какие-то такие моменты, которые мне очень помогли. Но несмотря на все на это, я тоже сталкивалась с какими-то там моментами, да, скажем так. Смотри, например, отношение к языку. Я знаю русских, которые принципиально не говорят с тобой на русском. Я лично с этим сталкивалась. Я говорю, послушай, смотри, я не то чтобы не говорю на иврите, потому что не хочу. Но я правда не выучила иврит до такой степени, чтобы я могла спокойно говорить. Во-первых, все мои работы были на русском языке. Я все время работала только с русскими, да. Я знаю, что украинцы часто так делают. Смотри, это все понятно и логично. То есть, смотри, до войны как бы все было хорошо, замечательно, да. Просто русский язык как бы у тебя напрямую ассоциируется с русскими, поэтому как бы у тебя, ну, как бы все тут все логично. В Украине масса людей просто тотально начали переходить на украинский язык. Я сама, я не говорю, мне тяжело, у меня мало опыта. Смотри, есть те, кто принципиально не говорят, я даже спрашивала, и принципиально не учат детей. То есть есть куча родителей, у которых дети не говорят на русском. Ты с родителями говоришь абсолютно спокойно, с детьми говоришь, ну, в лучшем случае эти понимают, а то не факт. Я говорю, почему? А в чем как бы прикол? Смотри, есть у некоторых такая принципиальная позиция, например, да, говорит, смотри, мы уехали из страны, которую мы не любили вообще, и вообще с трудом уехали. Ну, сейчас уже нет такого, конечно, но раньше, допустим, да. То есть они хотели вычеркнуть это из своей жизни, вычеркнуть Советский Союз, включая язык, все как бы стереть, знаешь, как бы не вспоминать, да. Смотри, окей, ну нет права, как бы нет проблем. У меня совсем другая позиция. Чем больше знаешь языков, тем тебе легче. У меня дети прекрасно говорят, у меня детям 8 и 9 говорят, читают, пишут на русском, иврите, английском. Ну, где-то больше, где-то меньше, конечно. А на украинском? Ну, они понимают. Но им тяжело говорить, но они понимают, они могут мультик посмотреть на украинском языке. Ты сама пришла в Израиль как соблюдающая из светского мира. Почему тебя так поражает конфликт между религиозными и светскими? Окей, смотри, я называю русских всех выходцев из бывшего Советского Союза. Да, да. Это было неожиданно.
Смотри, за границей вот евреи общаются по принципу, потому что они евреи, да. Вот, например, в синагогу собираются там на праздники, например, и светские, религиозные все вместе, да, по принципу, потому что евреи. Даже в какие-то еврейские организации, это если это не религиозная организация, например, там Сахнут, Израильский культурный центр, я не знаю, клубы молодежи, там же не только евреи, там есть те, кто справа на репатриацию, да, ну окей, но они все вместе тусуются. Например, там французы с французами общаются. Ну, тоже логично, да, как бы язык, непосредственно роль играет язык. Там культура, какие-то традиции, которые тоже, как бы, да, потому что ты же впитываешь, ты живешь там во Франции, все равно ты какие-то свои там местные традиции впитываешь, я не знаю, там еда. То же самое, что за русские с русскими. Такая... Да. Но почему русские начали вот так вот относиться? Мало того, что есть русские, которые не любят русских, мягко говоря, не общаются с ними, не работают, не знаю, иногда принципиально, не хотят говорить на русском, не хотят, чтобы дети общались с русскими. Ну, окей, есть такая категория, у них есть такой прикол. Еще какой-то разлад между светскими и религиозными очень странный. Я тебе скажу, как для меня это выглядит. Такое ощущение, что изначально кто-то нас настраивал одних против других. Я могу больше видеть глазами религиозных, да, глядя на светских, как к ним относятся. Да? Мне тяжеловато немножко. Даже на бытовом уровне очень часто в общении среди светских ты очень часто слышишь, вот эти религиозные, писатые, как их надо называть? Досы. Дос, о. Я подскажу. Да-да, спасибо. Какие-то стандартные фразы, какие-то клише. Они с утра до ночи рожают, они нигде не работают, у них там грязно, они живут там за счет государства, там не служат в армии. У меня всегда сразу классический вопрос, стандарт. Я говорю, скажи, пожалуйста, сколько в твоем окружении людей, которых ты лично знаешь, еще у которых ты дома хотя бы раз был, реально религиозных? Ну, как ты понимаешь, обычно ответ 0. Есть же разные религиозные. Есть те, у которых действительно нечисто. Правильно. Начнем с главного, да, вот это вот градация религиозных, извините, да, это тоже ты за границей, это тоже не видишь, потому что такого разнообразия религиозных за границей не существует, это только в Израиле, да, например, как разнообразие кашрутов, это есть только в Израиле, ты нигде такого больше не встретишь, да, начиная вообще вот эти вот такие вот кипы, да, до черно-белой по полной программе в Мэшарим, да, которые даже иврит не знают. Вот такое вот разнообразие. Как можно всех досов вот раз и вот и религиозный, поэтому сорян. Ну, то есть, понимаешь, когда говорят, типа, досы, ну, я, например, тоже, будучи религиозной, да, как бы, я же тоже это ловлю на себе, да, типа, что за дискриминация и такая, как бы, узость восприятия? Что это такое вообще? Ну, как бы, нельзя всех религиозных вот так вот всех раз, вы все вот такие, да, и какие? Вы реально их не знаете, вы никогда с ними не сталкивались. Смотри, как бы, да, я не прям вообще из черно-белой, как бы, истории, да, ну, ты видишь, да, по мне, как бы, у меня майка с этим, с цветным принтом, все эти дела, все нормально. Типа нельзя или что? Смотри, очень разные, опять-таки, да, как бы есть те, кто, да, я жила в таком районе, вот я тебе рассказала, когда я только приехала. Мамаш, черно-белый район, до такой степени черно-белый, там никакой не вывески, ничего. Настоящий черно-белый район. Прекрасно мне там было, очень классно. Во-первых, чисто. Это что за район? Рамайма. В Иерусалим? Да. Во-первых, он большой. Это тоже, это не Машарим, вот такие вот улочки, да. Во-вторых, смотри, есть какие-то моменты, да, когда ты знаешь, скажем так, предысторию, ты понимаешь, почему вот так. Например, там шумно, да, и грязно. В Машарим сложно, чтобы было где-то чисто и тихо, потому что плотность населения, например, кто-то видел когда-то трехэтажные кровати? Вот если нет, вы можете попасть на какую-то экскурсию в Мэшарим, ну, по крайней мере, если вам не покажут, вам расскажут, как это, что это. Трехэтажные кровати, да, потому что, ну, чисто объективно, в маленьких квартирах большое количество людей не помещается, там многодетные семьи. У нас есть знакомые, мы были у них в гостях, они живут в нашем районе, но более в религиозной части. Значит, у них подъезд, я не помню, там 3 или 4 этажа, ну, 6-8 квартир, скажем так. Я приблизительно насчитала, у них в одном подъезде 50 детей. В одном подъезде. Сложно, чтобы при таком количестве детей было не шумно, ну, объективно. И чисто. Ну, чисто в том числе тоже, да, и не будут податься в другую крайность, что все религиозные вот такие. Они разные, да, но есть и объективные причины, почему, например, может быть более шумно или более грязно, да, ну, как бы просто, например, потому что их больше. Объективно. Один ребенок бросил эту самую этикеточку, да, или 20 детей бросили этикеточку, да. Как бы есть какие-то объективные причины, по которым ты понимаешь, почему это вот так. Послушай, есть и засранцы, и среди религиозных, и среди светских точно так же. Поверь мне, вечером пройтись по каким-то районам в Тель-Авиве не получишь большого удовольствия. А вот что тебя больше всего раздражает в разговорах светских и религиозных?
Я скажу, что мне больше всего интересует. Меня больше всего интересует, вот я уже слышала неоднократно, причем у тебя, что есть какие-то пособия для религиозных, которые получают там на детей какие-то. Мне это так интересно, где это все происходит, почему это все мимо меня происходит. Вот я хочу вот как-то свой кусок где-то получить. По-твоему, религиозные не живут за счет светских? То есть не за пособия, никаких пособий нет? Вот я бы с удовольствием заплатила бы часть за долгий хонус каких-то пособий, которые мне там лично перепало с налогов от светских. Я с удовольствием. Где их раздавали? Вот, наверное, мимо меня прошло. И мимо всех моих знакомых. Вот все, у кого я спрашивала, никто с этим не сталкивался. Может быть, ты недостаточно близко к тарелке? Ну, может, но смотри, как бы... Ну, мне тогда вдвойне обидно. Все получают, а ты не получаешь. Так я не получаю, что выслушиваю, какие мы плохие замечательные, живем за счет светских. Откуда тогда это все идет, если, по-твоему, это не так? Во-первых, очень у всех одинаковые клише. Такое ощущение, что просто их какое-то время раздали, люди как-то подцепили и начали нести и передавать из уст в уста, что называется. Где работают религиозные? Везде работают религиозные, везде. Обычно как? Муж молится, женщина работает. Ну так в Небароке. Смотри, во-первых, зависит от направления, да, как бы, если уже так, да, внутри религиозных есть несколько разных направлений. Например, там основные, да, есть там вязаные кипы, есть, например, литовское направление, есть хасидское направление. Среди хасидов есть тоже 100-500 разных направлений. Они очень-очень разные, да, как бы, и по уровню соблюдений, и по каким-то там традициям. Например, есть направления, в которых, да, принято, чтобы мужья учились, женщины работали, да. Есть направления, в которых мужья, да, работают. Есть те, в которых, например, там вязаные кипы, они учатся, они с образованием, они все служат в армии, там никакие светские рядом не стояли. Понимаешь, они очень разные. И внутри есть разные. Есть те, кто, да, работают, и есть те, кто, например, мужья не работают, но работают жены. Послушай, это тоже, ты понимаешь, это целая система, да, поэтому невозможно сказать, что раз он не работает, значит, он живет за счет светских. Если вот мы, например, светские, вдвоем работаем, и нам тяжело, а там один человек в семье работает, второй молится, и дофига детей. Где берут деньги, по-твоему? Вот у религиозных, да, очень часто помогает система, например, да, как бы. Система община помогает. И где берет деньги система? У государства. А государство где берет? Из бюджета. Ты знаешь, большой вопрос, кто тут много денег дает бюджету. В виде налога, в виде покупок. Послушай, даже чисто математически. Пришла семья из 20, ну вот семья там 12 человек, ну пусть 10. Папа, мама, да, там 8 детей. И, например, светская семья, ну сколько, да, там у светских там максимум 3 ребенка, у религиозных там минимум 3. Сколько они денег оставят в магазине? Ну вот даже чисто математически, ты же понимаешь, что такая семья оставит, даже если они по минимуму будут скупаться, намного больше денег. Ну минимум в 2 раза денег они оставляют. Они покупают каждую неделю на шаббат, очень по-взрослому. Зайди в религиозный район, посмотри, как люди скупаются перед шаббатом. Ты офигеешь вообще. Вот эти вот размеры тележек, упаковок. Ну, просто посмотри, как прям средний чек. Ты прям очень удивишься, поверь мне. Ты понимаешь, что это с каждого продукта ушел этот самый, да, НДС. Я тебе говорю какую-то деталь, и таких деталей много. Например, деньги очень часто спонсоры не израильские вообще, да. Ты послушай, очень много израильских программистов. Ты знаешь, очень много молоденьких девочек, которые идут учиться на программистов. Причем их берут с удовольствием, потому что они офигенно работают. У них нет никаких кофе-перерывов, они там нигде не тусуются, они пришли, отработали и ушли домой. Послушай, у них 100-500 дел, дети, то, 5-е, 10-е, понимаешь, они не отвлекаются ни на что. Они заинтересованы отработать побыстрее, получить свою зарплату, нормально отработать. Их с удовольствием берут на работу, все, и с ними намного меньше проблем, потому что у них куча других собственных, понимаешь, которые за пределами работы. Очень много программистов, очень много. И девочек, и мальчиков вообще замечательно. Причем и классно, и тем, и другим. Многие религиозные хотят работать, потому что очень удобно, можно работать из дому, ты можешь совмещать, у тебя есть более свободный график. Вообще отлично. Те, кто долго сидел и шили, очень хорошо могут потом справляться с разными программными задачами. У них, ну, ты всю жизнь сидишь, у тебя мозг заточен на, вот, знаешь, анализ текстов, анализ то, если ты не живешь в религиозном месте, у тебя мало самого населения религиозного, да, как бы процент тех, кто там работает, соответственно, будет высокий среди светских. Я живу в Иерусалиме, в религиозном районе, да. Я очень часто везде встречаю именно религиозных, потому что их там много, в принципе. Люди, которые живут там в Тель-Авиве, и светские работники, вряд ли приедут работать в Иерусалим, правильно? Ну, из Иерусалима вряд ли кто поедет с каким-то редчайшим исключением работать в другой город, да. Обычно ищут работу там, где живут. Поэтому, так как там много религиозных, ты много религиозных встречаешь продавцов в магазинах, разных, от продуктовых до этих самых, даже в центре города, в разных районах. Девочки, которые сидят на ресепшенах, ну, где угодно. Мне сложнее найти мест, где их нет. Ну, в барах, может быть, я не знаю, бармена, наверное, ты вряд ли встретишь. Охранников в ночном клубе.
наверное. Кто, по-твоему, работает охранником в ночном клубе? Ну, давай так, встретить светского там намного легче, чем религиозного. То есть, как бы получается, что многие ссоры, да, между религиозными и светскими строятся просто на невежестве и отсутствии минимальной информации. 100%. Кучу проблем можно было бы решить. Слушай, я не исключаю, что они лично сталкивались и видели, я не знаю, мимо прошла какая-то религиозная семья и бросили мимо урны какой-то там пакетик с мусором. Такое тоже можно встретить, естественно, понимаешь? Но судить поэтому, так все религиозные засранцы, потому что я увидел, что вот мимо меня прошли и бросили пакетик. Это то же самое, что тебе будут писать. Вот, русским хорошо, замечательно, в Израиле, вот у меня там Вася Иванов, там мой сосед, на заводе главный инженер. И поэтому всем не надо рассказывать, всем русским, типа, хорошо в Израиле. Если коротко, какие главные три проблемы Израиля ты бы назвала по своему опыту? Ну, бюрократия однозначно. Бюрократия — это полный капец. Это отношение к русским. Я не могу сказать, что это главная проблема, но она такая абсурдная, что я думаю, можно было бы как-то ее не раздувать, как бы и не делать из этого проблему. Вот. Это вот эти какие-то непонятные вечно разногласия между светскими и религиозными. Вот для меня это проблема, высосанная с пальца, серьезно, и проблема, которая могло бы не быть. Ее просто кто-то зачем-то раздувает, непонятно зачем. Ну, это для меня выглядит вот так. Еще, знаешь, если люди, которые не будут ехать с розовыми очками, им будет легче. Потому что в Израиле розовые очки бьются стеклами вовнутрь. Это очень больно. Где-то я видел это выражение. Это ты написал комментарий? Кто-то мне Просто я не написал одна недавно. проходила путь в Израиле, поэтому я думаю, это ощущали многие. Ты говоришь, чем меньше ожиданий, тем меньше разочарований. Это твой главный совет тем, кто едет в Израиль? Давайте я так скажу честно. Смотри, я вообще не понимаю, зачем люди едут в Израиль. Я понимаю, почему едут религиозные, да, мне понятно, потому что религиозным объективно в Израиле жить легче. Я понимаю, почему едут сионисты, даже если они не религиозные, есть нерелигиозные сионисты, окей, все нормально, как бы, да, это их страна, они очень любят там. Терпеть вот этот весь балаган, когда у тебя есть дополнительные какие-то очень серьезные причины, намного легче. А что, сионисты не терпят проблем с бюрократией? Так я же тебе говорю, то есть когда есть какая-то объективно уважительная причина, да, например, если ты еще и религиозный сионист, вообще отлично, тебе намного проще, да, потому что у тебя есть ради чего ты вот это вот все терпишь. То есть ради идеи. Да, смотри, я как бы при всем при этом, я все равно сионистка, да. Я, да, считаю, что все равно евреям нужно жить в Израиле, но появилось одно но. Когда каждый должен решать сам. Если раньше я считала вообще, чем раньше, тем лучше, и вообще все бросать и дети, я уже, конечно, так не считаю. Реально, каждый должен к этому прийти сам. Вот кто хочет только на пенсию, пожалуйста, абсолютно легитимно, абсолютно нормально. И даже если кто-то все равно не доедет, окей, это его личное дело, все нормально, я с этим сейчас вообще абсолютно спокойно сплю, как бы вижу сплошь и рядом, все окей. Израильтяне, которые уезжают из Израиля, тоже абсолютно нормально. И те, которые любят Израиль. Израиль можно любить и за границей тоже, окей. Я ограничиваю немножко земля и государство. Очень люблю землю, да, но все-таки, будучи, знаешь, как бы религиозной еврейкой, это моя земля, все однозначно, как бы, да. Но государство — это полный звездец. Это, конечно, мрак и ужас. Я тебе скажу так, я не понимаю, что делают остальные в Израиле, да, а вот что делают неевреи в Израиле, вот для меня абсолютно искренне вообще непонятно, потому что, ладно, как бы ты еврей, да, это вообще единственное место на земле, которое, в принципе, твой дом. Это единственная страна, понимаешь? Единственное. Всю жизнь, блин, отовсюду гоняли. Наконец-то есть место, где ты можешь себя чувствовать дома, да, и ты реально дома. Приезжают люди, которые... Это не их страна, не их язык, не их религия, где вообще все чужое абсолютно, да. Ничего не должно этому Израилю. Израиль ничего не... Я не понимаю, что не делают в Израиле. Ладно, если были бы какие-то там, я не знаю, классные условия, ты живешь, потому что, я не знаю, там, дешево, потому что это, потому что что? Ради чего можно жить в Израиле, я вообще не понимаю. Там, если ты, например, не еврей, не религиозный, не сионист, что-то можно делать. Ну, окей, кто-то, может быть, там замуж вышел, я не знаю, там женился кто-то. Для меня просто загадка. Есть свои плюсы. Есть в Израиле, конечно, какие-то вещи, там очень приятные, классные, замечательные. Есть вещи, на которые, окей, можно закрыть глаза, смотрите, окей, можно с этим жить. Но есть вещи, которые, ну, объективно, это очень тяжело. Ну, ради чего просто? Надо понять, ради чего? Как бы, да, я абсолютно спокойно отношусь к тому, что люди уезжают в Израиль. Вот это, знаешь, сейчас пошли хейты, вот это пошла новая волна, там, в этом тыквенном латте. Вот, короче, уезжают, эти сразу быстренько подключаются. Мы так знали, вот, типа, только за паспортом, то, 5, 10. Да, пожалуйста, пусть люди едут в Израиль. Ну, правда, плохо. Они не обязаны, блин, тут. Раз приехал всю жизнь, теперь должен жить здесь и все это терпеть. Ну, окей, ну, у людей не получилось. Получается, ты тоже к ним относишься?
Ну, смотри, я уехала к мужу. Давай так, у меня была уважительная причина уехать. У меня просто совпали так моменты, да, вот это как раз у меня родители должны были приехать перед нашим отъездом, да, и так получилось. Это поставило такое, знаешь, осадок. Я хотела очень уехать, отдохнуть от этого всего, просто отдохнуть, ничего не делать. У меня год был просто звездец, одно с другим, начало геккона, и оно вот так вот, знаешь, одно с другим, пятое, десятое. И я сама, говорю, с детьми, там, родители приготовили. Я уже была просто на грани, знаешь. Я хотела отдохнуть чуть-чуть, вообще просто, чтобы как-то это все переварить, знаешь, чтобы как-то немножко... Я ж не уезжала прям специально. Но, я тебе скажу честно, я очень благодарна, что уехала. Во-первых, я не застала войну. Я бегала с детьми по Меклатам. Просто чудо, что я прям вот уехала. Это мне очень повезло, у нас дома нет Меклата. То есть я бы реально по-взрослому бегала с утра до ночи, и все вот это вот проходило бы тоже. Что бы ты сказала сегодня человеку, который только собирается делать репатриацию? Подумать, хорошо подумать. Можно приехать, попробовать. Я считаю, что абсолютно нормально. Можно выбрать какую-то программу, если вы не попадаете в какие-то программы. До того, как делать Илью, попробуйте, выберите программу. Вы, в принципе, ничего не потеряете. Может, вам не надо заморачиваться. Если бы ты, например, знала заранее, в момент, когда ты репатриировалась в Израиль, если бы ты знала все, что с тобой произойдет, всю эту борьбу с бюрократией и с системой, да, ты бы полетела в Израиль? Я бы полетела, но я же тебе говорю, да, как бы у меня есть другие причины, да. Я религиозная еврейка, я сионистка, я Израиль вообще рассматриваю по-другому немножко, знаешь, это для меня, это моя земля. То есть я понимаю, что я все равно рано или поздно, я туда приеду, у меня там рано или поздно будут жить дети, да. Как бы я чуть-чуть успокоилась в сроках, да, как бы не надо туда ломиться, особенно если у тебя классная работа, например, да, если у тебя есть какие-то причины другие, я не знаю, ты хочешь детям дать образование, еще что-то, ты находишься за границей, или ради этого тебе нужно быть за границей, окей, абсолютно нормально. А в Израиле разве образование плохое для детей? Я вообще не очень рассматриваю высшее образование в Израиле, если честно. Почему? Я, во-первых, не уверена, что вообще это получится, да. Во-вторых, сколько это будет стоить. У меня дети сейчас, они на домашнем обучении. Вот они в прошлом году учились в международной школе. Вот есть в Африке такие международные школы для иностранцев. То есть вопрос в деньгах только. Во-первых, зависит от того, куда они захотят, да. Во-вторых, сдадут ли они с израильской системой образования. Я думаю, что я разорюсь на этих самых репетиторах, да, потому что в Израиле такая система, тебя как бы никто не дергает. Но старшие классы вот тебя начинают дергать, да, потому что идет подготовка к багруту, и тебя начинают, то есть если ты там дурака валял там 8 лет, то вот это все, что ты ничего не делал 8 лет, тебе вот за это там год-два надо подтянуть. Во-вторых, в Израиле вообще как бы нет такой истории. Это только, мне кажется, у русских, знаешь, чтобы обязательно у детей было высшее образование. Больше половины израильтян даже багрута не имеют, чтобы ты знал вообще. И нормально себе школе, и вообще прекрасно. Прошел какие-то курсы, сдал и пошел работать. Я не говорю про язык, я не говорю даже про деньги. Ну, например, условия. То есть даже для поступления не объективные условия, ну, для всех студентов. Казалось бы, в одной стране есть те, знаешь, когда в Советском Союзе, вот у тебя есть 5-я графа, и до свидания, ты не поступишь. Вот есть квота на количество евреев в этом университете, и все. То есть тебе надо быть не то, что там 7 пядей во лбу, всех круче и выше, и вообще и тоже не факт. Ну, потому что если 5 человек уже взяли, ну, типа, сорян, езжай куда-то там, в Хабаровск поступай. Знаешь, это прям похожая история. Но вот странно, на самом деле, как-то по всем направлениям что-то не так. Есть какое-то но. Скажи, вот мне тоже интересно, почему так? Я тоже не ожидала. По медицине есть но. По этим водоканалам, да, там, по институтам. Если бы у меня не было каких-то ожиданий от Израиля, может быть, мне было бы легче. Да, у меня есть знакомые, которые не очень хорошо жили там, скажем так, ну прям очень, так прям. И им все ок. То есть все из-за того, что, может быть, ты работала в Сахну, ну, во всей деятельности до репутации? Может быть, смотри, у меня были, конечно, ожидания от Израиля, да. Я не могу сказать, что у меня были какие-то знакомые. У меня не было такого, что я вообще не понимала, куда еду, естественно, да. Но были вещи, которые, ну, прям очень неожиданно для меня были. Прям, вот знаешь, ты сталкиваешься, думаешь, вот такое может быть, да. И если это одна какая-то проблема, тебе легче, да. Ну, возможно, может быть, ты как-то с ней никогда не столкнешься, да. Я уже думала, ну, окей, может быть, со мной что-то не так, да. Но я же общаюсь с людьми, я же получаю какие-то отзывы, там, знаешь, какую-то информацию, типа, типа, у меня то, у меня все, как бы, да, окей, я как бы не единичный случай. Это не какая-то там одна система, вот ты с чем-то с этим столкнулся, все остальное, типа, окей. Ну, ты постоянно где-то с чем-то сталкиваешь, что-то не так, окей. Я скажу, что для меня очень ценно. Для меня очень ценна сама земля Израиля и люди. Вот в Израиле я благодарна Израилю за людей. В Израиле можно встретить потрясающих людей. Это прям вот круто. Но с людьми можно общаться по-разному, да. Вот я, например, вот уже год живу в Африке, и я все, что я делаю онлайн, я общаюсь со всеми там друзьями, знакомыми, работаю, все проекты веду, все веду онлайн. И оказывается, вообще как бы не обязательно прям жить именно там, чтобы общаться с этими же людьми. Я не могу с ними пойти кофе попить, да, ну, можем там онлайн попить, да, но прям физически я не могу, но все остальное, да, можно, дети могут учиться онлайн, тоже хорошо, замечательно, в любой школе, на любом языке,
прекрасно. Ты можешь жить, где тебе удобно, и не сталкиваясь с этими проблемами, которые ты иногда решить не можешь, или которые забирают у тебя столько времени, сил, нервов, денег, просто иногда реально того не стоит, да, как бы, ну, это просто как бы, ну, too much. Поэтому можно жить там, где легче жить, да, как бы, но получая какие-то там, ты можешь даже оставаться гражданином Израиля, у тебя есть там паспорт, ты можешь там платить свои там битуах люми, там, медицинскую карточку, ты можешь пожить в одном месте, в другом, как бы, окей, нормально, мир большой, классно, если у вас еще английский, вообще супер. Можно ради примера пожить в других странах, особенно если вы молоды, у вас нет там 10 детей, я не знаю, вы не привязаны работой к какому-то месту. Можно пожить, попробовать и сравнить самому, вот, по-моему, очень нормально. Если вы только собираетесь ехать, подумайте, да, вот прям реально подумайте. Поедьте, попробуйте. Смотрите, может, если вам не понравится, так вы как бы ничего не потеряете, да. Понравится, пожалуйста. Послушай, есть люди, которые, ну, почему-то живут в Израиле, им там нравится, они готовы все это терпеть, носить на здоровье, послушай. Но вы должны понимать, куда вы едете. Это тоже очень важно, да. Когда вы будете сталкиваться с какими-то проблемами, чтобы у вас потом не было, какой кошмар, ужас, да. И вы должны понять, что это за страна, это религиозная страна, это еврейская страна, да. Чтобы вы, например, не удивлялись, что автобусы не ходят по субботам, ай-яй-яй, как я поеду. Да, это такая страна, как бы, окей, все нормально, тут там много религиозных, там. Вы должны быть к этому готовы. Поинтересуйтесь, найдите информацию, куда вы будете ехать. Если вам это подходит, попробуйте. Потом едете, живите. Окей, как бы, смотри. Я могу сказать, что может минимизировать моральный ущерб. И потом, когда люди столкнутся, да, чтобы они потом не хватали за голову. Не продавайте недвижимость, не бросайте все прям. Попробуйте, успейте, да, потому что я знаю людей, которые проели свои квартиры в Израиле, вот так чик-чак вообще не заметили. Уехать тоже все нормально, даже если будут в спину кричать, вот, паспорт получили, если вам плохо, спокойно можете уезжать. Особенно, я вам говорю, если как бы у вас нет ничего, как бы, да, это, скажем так, не ваша историческая родина, все нормально, все прекрасно, вообще можете выбрать любое другое место, прекрасно там жить, и, может быть, вам будет там гораздо легче, проще, и как бы не обязательно, почему Израиль, совершенно не обязательно. Все. Спасибо, что ты рассказала. Спасибо, что пришла. И тебе спасибо. Это Израиль, детка. Ага, тут жизнь не конфетка. Это Израиль, детка. Ага, тут жизнь не конфетка.